Нифига себе. Сейчас запустилось, да? А оно работает, да? Вечером на лавочке сейчас затечки лучше вставлю, чтобы себя не слышать. Звон тальяночки, вся деревня спит. Вань, о чем ты думаешь? Вань, о чем и ты? О, какие пошлые у тебя мечты. Блин, слушай, давай музыку послушаем, классно. О, Игорек, привет. Так, сейчас. Как бы мне ее обнять? Я боюсь, ядрена мать. Я ведь женщин никогда не обнимал. Я тоже. Как рукам я волю дам, вдруг получишь по рогам. Эх, попалась телка, черт ее побрал. Эх, попался мне чувак, как пенек сидит в Прикольно, оклад, бизнес. и на плечи мои руки не кладет. Надо как-то намекнуть, может носом шмугануть. Спортом я замерзла, он, глядишь, поймет. Так вот, я что открыл-то, почему это все сейчас на Таркове в конце, просто сектор газа, когда слушали, ну, что-то заинтересовался, что за актер, за певец. Я так понял, это вот эта девушка с ним поет. Вот, дуэт. Частушки-то особенно. Слышали же, да, сектор газа? Леха не туда попал. В смысле не туда попал? Все туда. Ты в Тарков играл? Да, вот только что играл. Только что вот закончили. И до сих пор играем, да. Для Рутуба. Для Рутуба мы играем в Тарков. Хотя он еще там ничего не завершил. На Рутубе мы играем в Тарков. Блин, а че он... Смотри, он не работает. Даже стрим там не запускает. А нет, смотри, работает нормально. Так, Twitch у нас запущен. 3 площадки я запустил. ВК Play, Twitch и Рутуб. Как в Таркове? Да так, нормально. Пойдет. Когда в арму пойдем? Да я не знаю, когда ты все. Ты что-то занят. Ну, ты сейчас занят, наверное, я-то на выходных. Ну, так там. Пиши, да пойдем. Я же не знаю, когда ты сможешь играть. Так, ты не против? Пойдем. Почему бы и нет? Че, все нормально, все работает. Эх. Так, ну, ладно, с ним все понятно. 64-го года рождения. Ну, чел, короче, такой, я бы сказал, отчаянный. Так, сейчас я тут одну маленькую Мишу сделаю. Порно-сайты все закрою, а то спалюсь. Да ты задолбал. Че он у меня тупит, а? В это время, в любой день практически. В смысле, в это время именно в арму поиграть? Так, ну завтра я в это время буду занят. Наверное, скорее всего. Так, где мы сейчас находимся? В смысле? Ага, это мой стрим, все понял. Так, Рутуб, главная страница. Главная, не моя страница. Что тут у них есть интересно? Что будем смотреть сегодня? Беременна в 45. Молодежь. Да это на Твиче пишет Игорек. Twitch, Рутуб и ВК Play запущено.
Ну, короче, я понял. Короче, в это время, я понял. В это время ты готов сыграть. Да, хорошо, ладно, я тебя услышал. Все. То есть в это время. В смысле 2 дня назад? Она что, до сих пор идет, что ли? Я думал, ее закрыли. Эту веселую программку. Какого фига? Какого фига она идет? Будем смотреть «Беременна в 45» сейчас. Мы ее еще не смотрели. Сейчас вот тут кое-что посмотрим. Брат, а у тебя Рутуб работает? Ну, у меня работает. Беременна в 45, что-нибудь. А когда он начался? 6 месяцев назад, год назад. Беременна, сделала ребенка. В смысле, а что, Дарье Аверине можно их стримить, а мне нельзя, блин? Чем она лучше меня, блин? А, ну да, у нее же 9600 подписчиков, конечно. Ей можно. Блин, ну давай поженимся, еще интереснее. Спортмастер представляет персональную цену. Авторизуйтесь и покупайте выгоднее с учетом всех скидок и бонусов в приложении, в магазине, на сайте. Спортмастер. Самая выгодная программа лояльности. Понятно. Все, идем все в Спортмастер. Какие ужасы. Смотрите онлайн по ссылке в описании. Прикольно. Хорошо посмотрели. Понимаешь, в чем дело? А вот ВК, допустим, первый канал смотришь, ВК блокирует его. Он не дает туда ролик загрузить потом. Я не могу понять, что они шифруются. У них какая-то секретная инфа здесь, что ли? Обычные люди, обычная жизнь, смотришь, обсуждаешь. А что с такого-то вообще? Нахрен тогда вообще эти программы показывать, если вы не даете обсуждать? Ну, в чем прикол тогда этих программ? Наверное, программы логично эти делаются для того, чтобы их обсуждать, наверное, чтобы люди что-то понимали, осознавали, там, я не знаю, делали какие-то выводы, что-то как-то, ну. А что это, для чего тогда их записывать тогда? Ну. Их же, не я же там, допустим, ее пересоздаю, я просто комментирую, рассказываю об этой программе. Что это такого? Что из такого? Ну. Да, тут будет много рекламы. Да тут, я не знаю, тут понимаешь, в чем дело? Ну, какой-то спам тут. Тут они, видишь, вылазили, вот они, каналы все. Виктория Казань. Да тоже мама в 16. О, это когда было год назад? Ну, давай-ка. Старородящая, чем думает, ребенок в школу пойдет, а ей за 50. Здоровье-то уже не то. По Ребят, те, кто статистике на Рутубе, Министерства здравоохранения России 2 миллиона 300 тысяч телепортируйтесь на другие каналы. Ну, потому что здесь сейчас будет это... Ладно, не хочу ослепнуть, хорошего вечера. В смысле ослепнешь? Ты что, людей не любишь смотреть вообще? А где ты там живешь вообще? Ты на людей вообще не смотришь, что ли? Блин, Игорек, вот, ну, совсем не перебачивай. Ну, ты что? Это жизнь, как от нее можно ослепнуть-то? Так, сейчас еще маленький нюанс. Да ты... Сейчас. Мне тут еще надо кое-что спрятать. Так, сейчас, секунду. Есть такое. Да ё-моё, все пооткрывал. Короче, ловите.
Та-дам! Вот, ВК Play, Twitch, если что. Если Рутуб оборвется, это не связь, это просто они отключают. Такое бывает. Они не любят, когда у них смотрят что-то. Вот. Ну, такие правила здесь. Ну, отключит, что теперь? Что теперь поделаешь? Просто, как бы вам объяснить, так, где я вообще? Вот он я. Я-то в прямом эфире это транслирую, как бы. То есть... Без всяких вот этих монтажей, вот как говорю, может глупость какую-нибудь понесу, то есть я же не редактирую свои слова, никак не могу. А кто-то нарезки просто делает из этого, ну, может, нарезки можно сюда закидывать. Не знаю, мне не интересно вот эти нарезки, вот ради вот этих программ создавать какие-то шоу, это, ну, что-то я еще могу создать, а вот именно сидеть вот только ради нарезок это все делать, нет. Маленько все по-другому. Янок каждый год рожают в возрасте после 40. По сравнению с 90-ми, количество родивших после 40 стало в 2 раза больше. Так что вы еще Но, время не несмотря на потеряли, это, кто беременные это? в возрасте до сих пор Кто белые еще не вороны с успел? точки зрения общества. Беременна в 45. Первое реалити, которое пройдет весь путь вместе с женщинами, решившимися стать мамами, несмотря на стереотипы. Я жду выпуска «Беременна в 75». Смотрите, прямо сейчас. Почему бы и нет? Аня, я вас поздравляю, у вас малый срок беременности 4-5 недель. Все-таки беременна, да? Блин, странно так, а тети 45-летние слышат, все-таки беременна, Меня зовут да? Анна Черепанова. Мне 44 года. У меня было 2 неудачных брака и собственный бизнес. Моей дочери Варе 21 год. Она выросла и больше не нуждается во мне, как раньше. Ухаживаю за старенькой мамой и уже перестала надеяться на счастье. В 44 года я влюбилась и забеременела. Я Я серьезно, родилась как во никогда. Владивостоке. Мой папа Константин Я погружен в Алексеевич программу. работал водителем пассажирского автобуса. Мама, Ольга Константиновна, бухгалтером-ревизором в военторге. Я единственный ребенок в семье. Мама очень любила отца, а он любил маму. Почему, Но когда я по-своему. смотрю, это Папа мне был ржать очень хочется, я красивым не знаю мужчиной. почему. И вокруг него всегда... Так, все, подождите. А! Я просто не понимаю, зачем это вот делать на показ? Ну, беременна, Да, поздравляю. было много женщин, а он не умел, да и не хотел им отказывать. Наверное, были измены, судя по всему. Они дрались с мамой, и это было у меня на глазах. Ну, естественно, я как девочка, да, я всегда боялась за свою маму. Я рыдала и кричала. Это была вот реально большая травма. Из-за того, что отец обижал маму у меня на глазах, у меня сформировалось недоверие к мужчинам. Я всегда сомневаюсь в партнере и ревную. При выборе мужей своих я смотрела на то, не будет ли он агрессивен. Я даже их доводила специально до какой-то ручки, чтобы посмотреть, что он будет вообще делать. Это Нет. происходит неосознанно. Ну, я так иногда После школы я спортиком отучилась в занимаюсь. Владивостокском кооперативном техникуме Грушу на бьют там с длинными товароведа. волосами. А потом заочно окончила Новосибирский Блин, университет я по не той же знаю, ну- специальности. Я мечтала, чтобы моя семья была Все-таки вот во многих случаях, вот когда мужчина поднимает руку, виновата женщина. Ну, я, конечно, я с этим не согласен. Нельзя драться с женщинами. Это все-таки женщины как бы... Лучше просто вот развернуться, дверь захлопнуть и уйти, все, и сказать «пока». Ну, зачем с ними драться-то? Я понимаю, есть мозги выносят. Ну, ты ей рукой помаши, и все. У меня такие в жизни попадались, как бы... Я просто попрощался с такой, и все. Ну... Мне вот, допустим, не интересно вот эти, как вот там в жизни создают вот эти эмоции, там драки. Ой, ну как же без эмоций жить, это скучно. Ну так давай будем друг друга метели теперь каждый день. Это же весело. Нет, я не знаю, я не понимаю этого, короче. Если вот начинается вот до этого доходит, я просто дверь закрываю, ухожу и все, и драться ни с кем не собираюсь. другой. Не такой, как у родителей. Моим первым мужем стал друг детства. Мне было 20. Слава был на 2 года старше. Что у него Он с служил в губами? торговом флоте, был обаятельным и веселым.
Он позвал меня поехать вместе в отпуск чё в не Краснодар. Я согласилась. Вернувшись, мы поженились. Сразу после свадьбы я забеременела. Нашей общей дочери Вале в этом году исполнился 21 год. Она закончила университет. Недавно вслед за своим Подкачивай парнем Валя немного, всё. переехала в Санкт-Петербург. Устроилась Братан, на ты уже работу в привыкнуть офис должен Почты к этому. России. Сейчас это модно. Приезжает редко, но созваниваемся мы несколько раз в неделю. Со Славой мы молодые были, ребенок был маленький, у нас начались сложности с деньгами. И вот он устроил... Ну, они у нее подкачаны губы, ну, видно же. Что думаешь, это естественно? Вот у Барановской в программе «Мужское и женское» у нее естественные губы, видно. А вот это уже прокачанные. В качалку. В качалку. Да. А, кстати, а как можно в качалке прокачать? Мне просто интересно. И там он... Как-то надо это... гантельку сюда привязать, что ли, это... Как вот... А, подожди, это веревку вот так вот надо взять ртом, да? Повесить на нее гантелью и это... И губами, короче, упражнения делать. Надо попробовать. Завел интрижку. Это потом вскрылось. Я этой обиды Подожди, ну так это нижняя губа, а верхнюю как? простить не смогла. После развода я поменяла свою жизнь. Я открыла небольшой бизнес, продавала одежду. Стала чувствовать себя увереннее и встретила мужчину, с которым захотела связать свою жизнь. С Юрой мы долго были просто друзьями. Он старше меня на 8 лет и работает энергетиком в крупной компании. Наше общение переросло в большие чувства. Но, к сожалению, Юрий не хотел детей. Я такой человек, что... Если... Так у него, наверное, есть дети у Юрия, вот поэтому он и не хотел. Бывает такое. В этом возрасте, кстати, вот, который у них уже 45, мне-то 35 будет, мне уже как-то хватает детей. Двоих. А вот если у Юрия есть дети, куда ему еще? Если я люблю, то отдаюсь полностью эмоционально. И физически в том числе делаю все для него. Но он, Юра, да, вот он был совершенно другой. Ему хватало вообще минимум эмоций, минимум тактильных прикосновений. Моя душа страдала в этих отношениях. Но когда он уже понял, что мы разводимся, возврата нет, он тогда начал говорить: давай заведем детей. Мужу я сказала: нет, я не хочу от тебя детей. С Юрой мы развелись спустя 13. Помню, мне в детстве бабушка говорила, я не могу это читать. Вот, а говоришь, что программы эти не понимаешь. Ага, не понимаешь. Что ты понимаешь? Не плюй на горелку, а то губы будут большие. Лет. В 40 лет я снова поменяла вектор своей жизни. Съездила в путешествие, занялась йогой, выучилась на парикмахера. Я не задумывалась о новых отношениях, но видела, что интересую мужчин. Я была готова к новому чувству, но внезапная болезнь мамы перечеркнула мои планы. Папа умер в 2013 году, подвело сердце. У мамы был диабет. Это наследственное заболевание в нашей семье. Бабушка, тетя, дядя по маминой линии – все страдали от диабета. Но у мамы он стал причиной серьезных осложнений. Из-за диабета она сначала потеряла все пальцы на ногах, а потом у нее стремительно стало падать зрение. В итоге Ужас. она стала почти совершенно слепой. Мне пришлось продать свой бизнес, отказаться от своей работы, чтобы наблюдать. Вот эта женщина, она похожа на одну, я знаю, знакомая тоже, по-моему, даже возрастная, она прям вылитая, она. Я прям ее вижу, знакомую свою тетку. Офигеть, бывает же сходство. И как я теперь это смотреть буду и комментировать? Наблюдать маму и ухаживать Может, другой выпуск врубим, а? за ней. Повезло, что у меня в собственности 3 квартиры. Моя, папиных родителей и мамина. Эти квартиры – наша страховка, финансовая безопасность на случай, если мамино здоровье потребует срочных и крупных вложений. Я стала сиделкой для собственной мамы. Ходила с ней по врачам, ухаживала, потому что мама была абсолютно беспомощной. Мама живет в своей квартире, а я каждый день прихожу. Не, ребят, что-то мне кажется, в последнее время какие-то выпуски мы вырубаем не те, грустные какие-то. Ладно, давайте Хожу к смотреть. ней убирать и помогать. Конечно, Анюта мне большой помощник. Она мне и лекарства покупает, и инсулин берет. Надо же в аптеку идти, выписывать этот инсулин. И продукты покупает мне, и дома... Мне просто, знаете, я вот одного не могу понять.
Ну, ладно, когда вот смотришь программу там «Мама в 16», понятно, молодые там люди, они куда-то стремятся, и тут бац-бац, у них все как-то так получается, и вот эта безответственность происходит там, в основном у отцов, конечно, такое, у будущих. А здесь-то в чем проблема? Ну, вы уже взрослые люди, ну, я просто не могу понять, зачем 45 лет, ну, родишь ты, молодец. Как бы, зачем это в программе на показ? Ну, наверное, просто показать вот эта тяга, как тяжеловато это в 45 делать. То есть не запаздывай с этим, лучше раньше это делать. Вот и все, наверное, вот в чем суть, смысл этой программы, да? Когда, допустим, девушка там, ей лет там, допустим, 25-30, смотрит эту программу и видит, ой, в 45, блин, так тяжело, слушай, наверное, надо раньше семью создавать. Ну, логично раньше создавать, тут даже не, как бы не то, что по здоровью там и все, просто ты хоть застанешь своих детей, они будут как бы вырастят, ты хоть увидишь нормальных там в совершеннолетии, а так их в натуре в 45 родишь, что там тебе 15 вот прибавь лет вот ребенку, да, 60 уже тебе будет. Ну, этому будет 20 лет, а ты на пенсию уже пойдешь. Как-то поздновато, мне кажется. Блин, я в свои 45 лучше выгляжу. А, так ты парень. Девушка-то она... Девушки, они старее. Я имею в виду, женщины, они взрослее смотрятся в свой возраст. Вот ты в 35 смотришься как в 35, а они уже как в 45. В 35 некоторые смотрятся. Есть такие категории. Лучше в 13. Что лучше в 13? Нет, в 13 не лучше. Вообще не лучше. Это уже совсем молодо. Ну, в 13 лет, что такое в 13 лет? Вот ты видел вот 13-летних детей вот этих бегают? Им какие дети? Они сами дети. Прибирается. Я считаю, самый возраст нормальный для рождения детей это... Ну, 20 лет-то маловато, ты студент еще. Ну, где-то 25 хотя бы, я не знаю. Ну, 25 нормальный возраст уже. Но, опять же, а вот ответственность возникает. Она может возникнуть в 50 лет, как бы. А до 50 также можешь в машинке играть. Почему бы и нет? От такой жизни я почти впала в депрессию. Моя подруга Грета заметила это и посоветовала зарегистрироваться на сайте знакомств. Она посчитала, что общение с приятными мужчинами поддержит мою самооценку Сейчас, и Вова, вернет давай интерес посмотрим. к жизни. Я не думала, что из этого выйдет что-то серьезное. Но один мужчина После стрима меня зацепил. поговорим. Что-то Шучу. ёкнуло у меня внутри. Понравился очень. Никаких пошлостей. Мы общались нормально. Сперва на сайте. В смысле? Как в таком возрасте без пошлости вообще? Ну, это скучно как-то. Тем более такие губы. Так я не крашусь и губы не раскачиваю для красоты. Потом мы решили обменяться телефонами. И дочь, по-моему, уже на тот момент в Питер улетела. Я одна была. И мне было вообще очень одиноко. Ну, давай просто встретимся, там, посмотрим друг на друга, кофе попьем. Ну, Я давай. не знаю, вот Мужчина кто, видит глазами. Соответственно, я и блин, встретился кто мозг промыл потому, что, людям, как вот бы, что мне губы понравилось. большие, Ну, это она хорошо. очень красивая. Когда ее встретил, я подумал, что нужно с ней более длительные отношения заводить. Андрея 40. Не знаю, я наоборот считаю, хорошо, когда люди вот и в 45 пытаются там как-то отношения свои построить. Ну, а что сидеть, блин, как один старый пердун жить, ну, не знаю, по мне так, блин. Надо вон найти себе, конечно, не так, чтобы на мозги капало, но в меру. Как бы, ну и не тетя какая-нибудь сидит там, да-да, ваше высочество, что хотите, то сделаю. Как бы нет, хорошо, когда девушка в меру, то есть иногда она на мозг покапает и послушается тебя, почему бы нет. Ну, 45 таких сейчас мало. Обычно это те люди, которые хотят уже это на тебя какие-нибудь планы поиметь. Да, там уже tactical, как по-английски tactical, да, стратегия. 42 года. Он инженер, работает на судоремонтном предприятии «Дальзавод». Первой женой Андрей развелся 7 лет назад. В Ане черты мне нравятся следующие. Ее доброта, Ну, началось вот это опять порнуху сейчас смотреть будем эту. скромность. Она никогда не подвигнет. Здесь, кстати, будет в тему музыка. Сейчас, секунду. Че не работаешь? Тут мы друг друга поняли без слов. Ведь у нас
по сути чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем. То, о чем думаем, ночью мы вдвоем. Я говорю, в тему прям. Так, за плечи я обнял, а Блин. дальше продвигать свои дела. Мне б ее поцеловать, так она по роже может дать. Вдруг она и... Мы, кстати, будем ее слушать вместе с этим выпуском. Идиот. Если мы не видимся, он пишет обязательно. Он очень внимательный. Я настолько привыкла к его вниманию, что уже там день его не вижу, и все, я уже, как это его нету. Из рабочего графика Андрея мы встречались нечасто, но каждое новое свидание убеждало меня в том, что я влюбилась. Спустя 2 месяца я предложила Андрею остаться на ночь у меня дома. Позвала его к себе в гости, и вот тогда вот у нас произошло все. А в тот момент я убедилась, что этот человек мне полностью подходит, это мой человек. Мама к этому времени уже немного адаптировалась к слепоте, но ей все так же была необходима моя забота. Блин, вот я только хочу вот посмеяться, только хочу что-нибудь сказать и мама. Вот как я могу смеяться над человеком, у которого вот со здоровьем плохо? Никак. Помнишь высказывание «красота страшная сила»? Интересно, что бы они сказали в наше время. Так, братан, не могу пока смеяться. Давай сейчас маму посмотрим. Я познакомила Андрея с мамой. Она одобрила мой выбор. Я его познакомила со своей мамой, чтобы он понял, что у меня есть обязательства перед ней. Мне очень понравилось, как он себя повел. Он даже предложил такой вариант, что когда мы будем вместе жить, мы можем ее забрать к себе. Ну, я так скажу, 45 лет, вот если губы только маленько сдуть, она вроде нормально девушка выглядит. Я не знаю, зачем она губы накачала. Вполне вроде как бы для 45. Ну, я не знаю, конечно, какой я буду в 45 лет, но я думаю, мне в 45 бы... Нет, я не буду говорить, а то я буду минус. Ну, все ясно, понятно. Чтобы она Подошло. была с нами. Также удаленно я познакомила Андрея с моей дочкой Валей. Валя, привет. Привет, как вы там? Слушай, я тебе икры передал с Владивостока. Спасибо большое. Мы напишем тебе, когда прилетит человек. Через Хорошо, 2 встречи. месяца... Я надеюсь, что... Через 2 месяца она ему разрешила остаться, капец, недотрогая. Ну, тут видишь, как бы у нее все-таки ребенок, дочь. А кто его знает, что там за дядя? Кстати, а сколько дочери лет, что я прослушал? У нас будет в дальнейшем все хорошо. Андрей переехал ко мне спустя 4 месяца после знакомства. Нам было очень хорошо вдвоем. Мы не обсуждали будущее, но не... Я считаю, не надо торопиться в этом плане. Сейчас, тем более в наше время. Как бы надо с человеком погулять, пообщаться, на медкомиссию сходить, к венерологу обязательно заглянуть, справочки все пробить. А там потом оно само все завертится, закрутится. Некоторые моменты меня смущали в Андрее. Паспорт обязательно. Он очень скрытный, очень ценит свою холостяцкую жизнь. Ну, Нам тут обоим за на вид 40, и можно а жизнь 15 коротка. дать. Мы просто получали удовольствие друг от друга. Я думала, я больше не смогу забеременеть. Мы не предохранялись. Но, кажется, я просчиталась. Этим утром я поняла, что у меня задержка. Всего 3 дня, но внутри Ох, что-то эти щелкнуло. дети. Надо сделать тест на беременность. Тест показал 2 полоски. Когда я узнала, что я беременна, это для меня шок. Я хотела детей раньше, но сейчас уже как-то возраст уже... У меня вот подруга, да, 1, 2, 3, они уже бабушки. Да блин, да ты радуйся в 45 забеременеть, офигеть. У некоторых уже в 40, наверное, до 40 уже у них этот, как они, у женщин этот называется, этот период, когда они уже все, уже становятся, ну не могут они уже забеременеть. Так что это вот, кстати, вот 45, кто беременеет, это вообще фартовый, я вам так скажу. Но она имела в виду, да в армию. Да ты заколебал, какая армия, ты чё? Все, она уже дембель. Она уже генерал. Нет, подожди, 45 кто у нас? Ну, короче, офицер. Конечно, я не ожидала. Подожди, Я так в позвонила смысле, какой Андрею офицер? и Она уже попросила на его пенсии. заехать Все. домой на обед, Она чтобы уже рассказать отслужила. новость лично. Что это такое? Ты что ли на беременность? Что это такое? Это ушки беременна. чистить палочкой. Как беременна? Ты же говорила, что ты не Я можешь. тоже так думала, что не могу. Я тебе не рассказывал, просто у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Я пил медикаменты и думаю, что это не очень хорошо скажется на будущем ребенке. И сейчас только об этом говоришь? Что ты пил медикаменты? Я тебя просто не хотел расстраивать.
Я расспросила Андрея, какие именно О, проблемы со здоровьем блин, у него были. Он кота рассказал, побрили. что лечил Зачем меланому, над животными онкологическое издеваетесь? заболевание кожи, и проходил курс химиотерапии. Я в смятении. Мы не планировали с ней беременность, и поэтому не хотел обсуждать мое здоровье. Он говорил, что да, у него была операция на ноге, там это меланому вырезали. Обиделась сильно. В смысле, а при чем тут нога вообще? Что он не говорил мне, что он принимает химиотерапию практически год. Конечно, я переживаю. Вот как я вам сказал, я говорю, вот не надо торопиться, надо сначала, я говорю, все медицинские справки, медкомиссию пройти. Сейчас вот реально время, оно до того дошло, как бы это все вот это не звучало дико, но реально сейчас вот, чтобы нормальные отношения построить без всяких вот этих подозрений там, надо реально брать вот человека, с кем ты познакомился, тебе понравился, идти на медкомиссию, проходить медкомиссию, все справки собирать и все сразу. И там уже все ясно будет, твой это человек или нет. А то потом вот эти сюрпризы появляются. Слушай, а я, кажется, болел, я об этом не знал. Или там еще какая-нибудь фигня. Ну, зачем вот это, я не знаю. Люди, они все равно будут обманывать друг друга. За ребенка, потому что не знаю, как она повлияет. Чисто ты со своего опыта, как бы я не шутя вот это говорю, сейчас вот реально с людьми надо идти, вот их надо тестировать у медиков, потому что и психологически, и венерологически, да. А еще и паспорт обязательно посмотреть, потому что сейчас даже вот из 15-летней можно сделать вот такую девушку, если хорошо загримировать ее и накрасить. Да, есть такие, выглядят в 15 лет, как в 45. И без приколов. Мочится на тест, а потом на обеденный стол ложит хозяйка. Ну, это, кстати, да. Смотри, даже эти мелочи замечаешь. Я то как-то не парюсь по этой теме. Может, она помыла его тест. Правильно, пусть медкомиссию проходит и в армию идет. Какой я. После разговора Андрей ушел, а я сразу армия? поехала к врачу. Доктор, у меня у мужа онкология, он принимает препараты, химиотерапию. Я переживаю, что на ребенке это может отразиться. Тебя все в армию. думаю, Короче, что- я вот как девушку не включу, ты так и хочешь, чтобы они все в армию пошли служить. Так они служат некоторые, кстати. Не только служат, они боевые задачи выполняют. И некоторые даже уже это... Уже из жизни ушли героинями, так что... Нужно обратиться на прием к акушеру-гинекологу, встать на учет поведения беременности и при обследовании уже прояснить ситуацию. На данном этапе при ультразвуковом исследовании у вас все в порядке. Если вдруг у ребенка будет патология, то, конечно, я рожать не буду. Но прежде чем я пойду на такой шаг серьезный, я сдам все анализы. Вот здесь я, кстати, с ней соглашусь, как бы это дико не звучало. Человеку, когда инвалид, вот по сути, да, ну сейчас же все, УЗИ дает это понять, там все вот это, сейчас все это можно увидеть. Блин, вот тут как вот в этой ситуации? Это или, короче, убиваешь человека, да, в тебе же уже там заложен кто-то, да, у нее уже организм, там душа уже, да, чат. И в то же время, блин, рожать инвалида, это капец какой-то, это всю жизнь, ты считай, вот ты родишь, он будет мучиться. Вот как быть в этой ситуации? Которые только нужны. У меня беременность, вот я делала УЗИ. Беременность планированная? Беременность не запланированная. У меня супруг на момент зачатия принимал препараты, химиотерапию. И я переживаю, чтобы это не отразилось на ребенке. Какие препараты он принимал? Дафрабинип и траметинип. Вот Данные эти препараты не опасны будут для развития ребенка, но в любом случае нам нужно будет делать скрининги плода. Первый скрининг делается с 12 недели беременности по 13 и 6 дней, и мы посмотрим состояние ребенка. Конечно, мне отлегло от сердца. Все равно я понимаю, что мне нужна консультация с онкологом по поводу побочных эффектов этих препаратов и патологий развития ребенка. Гинеколог – это же не онколог. Я еще переживаю по поводу того, что уже возраст 44. Ну, женщина такая, да, прям для 45 лет-то. Она уже, походу, ну, она реально готова была еще семью создать, короче, по ней видно. И тут так неожиданно, да, так, я забеременел, как так?
4 года, и, возможно, патологию плода меня запугали. Я там читала много информации. Ну и хронические, опять же, мои заболевания. Вот меня это вот очень... Я опасаюсь. Риск патологии плода после 35 лет в любом случае повышается. Но мы для этого и проходим скрининги, и вы будете делать неинвазивный пренатальный тест, на котором мы удостоверимся в генетическом состоянии ребенка. И пускай первый скрининг только через 7 недель, результаты УЗИ и разговор с врачом немного прояснили ситуацию. Поэтому, когда я вышла из больницы, то сразу позвонила лучшей подруге Грете. С Гретой... Зачем? Зачем вот вам эти подруги? Ну, давай послушаем, что она ей скажет. Мы дружим с 16 лет. Я ей доверяю. В смысле беременная? Прям беременная? Андрей знает? Нет, просто временно. Андрей знает, да. Он рад? Блин, вопрос такой и не рад, забавный. как-то двояко. Все О, будет всё, хорошо. пока. Ты же хотела ребенка. Ты же Ну, ушла тут от пока, Юры. говорит. У вас же первый был конфликт из-за того, что У нас- вы столько лет... У нас минус Рутуб. Спалил мой Тарков, зараза. Эй. Так, а как его остановить? Подожди. Сейчас. Опачки. Сейчас, братан, будем в полную силу теперь резвиться. Секунду. Мгм. Я не знаю, почему народ все на Рутубе собирается. Но он, видишь, проще на мобильнике работает, наверное, из-за этого. Блин. Вот такие вот дела. Я там в чат отправлял. Сейчас, подожди, я завершу эту тему. Да, Рутуб все, вырубил трансляцию. Я почему-то так и думал. Я так и думал, что он сделает. Смотри, и не показывает, главное, мою трансляцию. Он ее вообще убрал. Ладно, все, поехали. Так, что там пишешь? Просто у них у всех такие проблемы, их проблемы только армия исправит. Ну или заставит, блин, и звездочки не показывает, что там заставит. Думать. А как без подруг обмыть? Ведь надо мозг, что ли, обмыть? Ну да, сейчас она и мозг промоет, хорошо. Прожили вместе, и не появился у вас ребеночек. Я думаю, что Бог раздал, будет все хорошо. Вы с Андреем уже говорили о свадьбе? Ну, пока нет. Аня, ну как? Он должен на тебе жениться. Как порядочный мужчина, он должен взять на себя ответственность за этого ребенка. У тебя сейчас нет никаких... Ну, ответственность за ребенка он как бы, ну, понятно, должны оба взять. Вот. Но насчет там жениться, не жениться, там прям должен. Вот. Начинаются опять вот эти долги. Таких помощников, Валюха далеко. Он даже должен просто быть рядом. Я думаю, Аня его еще очень плохо знает, и она его идеализирует. Но я думаю, что в ее положении сейчас ей ничего не остается делать, как его идеализировать. И не ожидала, что получится так, что я реально с Андреем вот свяжу свою судьбу. Я хотела бы этого, да. Но я думала, что... Я верю, что они любят друг друга, но зачем это показывать? Все вот эти поцелуи. Это в процессе как-то дальше будет, возможно, а возможно и не будет, всегда есть доля сомнений. Вопрос Греты про женитьбу меня озадачил. Я допускала вероятность, что захочу когда-нибудь стать женой Андрея, но не думала, Когда-нибудь я выберу свой путь. что решать это придется так быстро. Сейчас мы живем вместе, но меня часто терзают сомнения, действительно ли Андрей любит меня, верен ли он мне. Когда мы начали встречаться, я удалила свою страницу с сайта знакомств, а у него она до сих пор активна. Я понимаю, что это может быть просто развлечение, возможность отвлечься от работы, но мне это неприятно. Да, но бывает у парней, у мужчин такие интересные вот развлечения, игры.
познакомиться, сходить погулять, провести ночку, тоже какую-нибудь играбельную в каком-нибудь отеле. Потом вернуться домой, сказать, ну наигрался я, спасибо. Мне эта игра понравилась. Продолжим жить. Привет. Привет, солнце. Ты что, на сайте знакомств? Я шучу, нельзя так делать. Ну, просто она думает, что он на сайте знакомств не наигрался. Не знаю, я вот, по мне вот как-то сайт знакомств, это, если ты уже начинаешь отношения, что там делать-то? Если тебе интересна эта девушка, ты уже, думаю, туда уже заглядывать не будешь. Ну, посмотрим, что он скажет. Ты сидишь, что ли? Солнце, да это случайно я открыл. В закладках это все было. Я вообще хотел почистить телефон. И ты вот как раз В закладках? подошла. А я уже удалился. Закладчик, что ли? А зачем? У меня же есть ты. Странно все это. Давай не дуйся, иди ко мне. Так она уже надула Может быть, конечно, губы. это и случайно. Открылся эта вкладка, просто он ее не удалил. Может быть, он там рылся на этом сайте. Меня настораживает это. Вот мне, в принципе, скрывать от нее нечего, но ее ревность меня настораживает. Не знаю, зайди ты на другой сайт, не знаю, там, почитай что-нибудь там. Лучше что-нибудь изучи. Вот надо вот заходить на эти сайты. А, кстати, да, и вот когда я тоже пользовался сайтом, периодически был, у меня тоже сайт знакомств, когда у меня между отношений тоже пауза был. Вот, и когда я начинал тоже, у меня тоже вот почему-то привычка это осталась, вот залазить на этот сайт и вот просто людей, ну, там, чисто там читать, вот он пишет там столько-то лет, там кто-то, и вот чисто фотки смотреть, вот это. Тебе вот вроде особо там уже ни хрен делал, но ты все равно ходишь и заглядываешь, привычка дурная остается, вот это, ну, я думаю, у него так же. Играбельную ночку? Да, я имею в виду, что он в отель пошел, там, заходит. Ну, мы-то думаем, там, наверное, у него там девчонка, он открывает дверь, а у него там ноутбук такой стоит. И Тарков установлен. И он сидит, Тарков херачит. Квесты делает. Я надеюсь, что история с сайтом знакомств – недоразумение. Мы с Андреем вместе почти год. Я беременна от него. Но между нами я не чувствую открытости. Проблемы, связанные с моим недоверием к миру и потому мужчинам, что рано снова все. всплыли. Вот ты прикинь, вот люди, да, вот уже взрослые, там, за 40 лет, ну что тебе рассказывают, ты же такой же. И тут вот за 2 месяца они решили познать друг друга сразу. Ну как ты познаешь, ну, у вас там целая биография позади, блин, ну, все 40 лет, да, кто ты, что ты, где ты вообще. Понятное дело, что и затянуть-то по возрасту уже не затянешь, 45-то это уже, хоть и говорится там ягодка, но это уже не ягодка совсем. То есть, ну, я имею в виду, что тянуть, времени-то летит, надо быстро-быстро тогда, там, семью строить, не строить, это уже возраст такой. Вот, и в то же время, блин, и... Я говорю, у них все быстро произошло, они даже не узнали толком друг друга, ну и что это? Ты знаешь, я тоже очень сильно хотела ребенка в свое время. Мой муж не хотел детей, поэтому мы развелись. Почему вы развелись? С мужчиной не была. Я не хочу говорить. Ты будем так сидеть и на звездочки смотреть. Хоть бы в щечку меня чмокнул идиот. Надо голову склонить, губки бантиком сложить. В общем, намекнуть, а он, Я глядишь, беспокоюсь, поймет. что он скрытный, я с ним Тут делюсь мы друг всем. друга А он вот поняли без слов. Ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем. То, о чем думаем, ночью мы вдвоем. Слушай, это не они пели, случайно. Это не они исполняли. Боже, что тут происходит? Блин, Игорек, а ты чё? Ты следишь за мной, что ли? не очень открыто со мной делится. Жену тебе ищу, кстати. Ты не против? Он просто не договаривает. Не знаю, почему. В голове рой мыслей. Почему Андрей не рассказывает о причинах развода? Единственная ли я у него? Стоит ли мне рожать от него ребенка? А еще, мне 44, и мне стыдно даже В подумать о смысле том, что 44? Я думал, тебе 45. Все, я не хочу смотреть эту программу. Меня обмануло. Они же им 45. Почему ей 44? Ну, мы же договаривались на 45. Зачем она на горелку-то плевала? Я не знаю. Я вообще без понятия, честно.
В смысле ты имеешь... Блин, ну я не это... Горелка имеешь... Ага. Понял твой прикол. Обожглась, короче, губы обожгла, да, себе, типа? Беременный в 45, спасибо, мне такие не нужны. А тебе прям беременные в 45 не нужны? Ну нет, брат, я тебе не предлагал беременную в 45. Прикинь, тебе такой пишу: Игорек, я тебе девчонку нашел, 45, еще и беременна, бери, да? Нет, уж меня совсем-то не воспринимай в такого гада-то, я чушь. Тут один. Не, брат, ты чё, мне уже поздно. Надо будет это собраться. Я учел же твое время. Когда? Ну, по-моему, это в 10 вечера. В телегу он тебе кликнул, потом будет время, конечно, поиграем. Все еще хуже, она моего возраста выглядит. 44. Ну, я-то тебя не видел, я не знаю. А что ты ее с собой сравнишь? Это девушка, ты парень, как бы. Девушки, они, конечно, без косметики некоторые выглядят. Ну, не как парни. Просто есть, вот я говорю, вот эту косметику придумали, они вот накрасятся и все, и как эти. А потом смоют этот гуашь, и все. И кошмары снится начинают. Будут называть меня бабушкой моего собственного сына или дочки. Теперь тем более надо всегда хорошо выглядеть. Чего тут вместе с Евой поиграем? Помнишь, ее играла с нами на твоем? Да, помню. Угу. Ты, кстати, там это можешь подсказать, и пускай зайдет. Мы тут программу смотрим, интересно. Бабушку ты хотел сказать. Какую бабушку? В смысле, в 45 бабушка? Да? Да, мы скоро ее догоним, подожди, нам немного осталось. Поэтому я поехала к своему косметологу. Года летят быстро. Ты сейчас такой бабушка. сюрприз мне преподнесла. Ну, вот так. Конечно, говорят, что беременность обновляет организм, женщины становятся красивее. Ну, Анечка, чем старше мы становимся, тем сложнее восстановиться после беременности. У тебя просто поплывет лицо. Она стримит сейчас, думаю, ей сейчас не до беременных. Ну, такая арму бросает. Программа беременна. Все, я пошла сюда. 45, блин. Не, ну мне как-то проще от 45 смотреть, не знаю. Люди взрослые уже как-то. А там этих малолеток, ну... Я, конечно, могу себя вспомнить в том возрасте, но... Не знаю. Да пофиг, все смотрим, все, поехали. Ну, я надеюсь, твои золотые ручки меня вытащат. Я бы побоялась, я бы в жизни не решилась. Оль, ну вообще не накручивай. Я и сама боюсь, сама не могу никак успокоиться, сомнения всякие одолевают. Отовсюду уже и патологии, все это прогнозируют. Одно дело забеременеть, еще выносить надо, родить. Это суставы, сосуды. Ноги уже начали отекать? Ой, как успокаивает она, хорошо. Вот я говорю, вот что такое подруги вообще, вот по сути, вот она подруга, блин, ну... Вот это надо то. Слушай, может, ты в окно выйдешь, не будешь мучиться? При первой беременности. Первая беременность у тебя была в 20 лет. Вот у нее случилась эта ситуация. Вот есть категория людей, которые вот, блин, еще пернем. Ты скажи решение, подскажи, как ей быть. Или поддержи ее, просто скажи, ну, получилось так, да, я за тебя, чтобы ты вынесла там этого ребенка. Все, нет. Сидит, ну, пессимистки, блин. Аня, посмотри, у тебя сейчас уже кожа Иди какая. порыдай Ты еще. вся отекшая. А Как что с тобой они после меня родов бесят будет? просто, я не знаю, я не люблю, мне прям ненавижу вот этих, которые постоянно ноют, у них все плохо, печально, блин. Иди порыдай где-нибудь. Не знаю, они меня бомбят реально. Ой, капец. Ну, всякое в жизни бывает. И что, теперь ныть постоянно, что ли? Я через месяц я буду уже старше ее. Марш славянки в армию. Вот ее в армию надо. Вот послужит там, сразу жизнь полюбит. Беременна в армии. О, беременна в армии. Че, слушай, может, тему эту замутим? А, подожди, там же есть девчонки эти. Модели, скины есть. Надо ей живот сделать там, и все. Можно будет попробовать.
Вот он пример. Вот я вот сейчас вот смотрел там шоты мои, что я говорю, что подруги, друзья в херню всякую бывает. Ну вот он ситуация, вот наглядно со стороны. Да каждый в этой ситуации. Я был в такой ситуации. Мне тоже советы давали пацаны всякую. Я просто вспоминаю тоже. Ну, я верил этим советам, пока у меня своя башка не появилась на плечах. И вот, ну, это не к хорошему приходит. Она вот вместо того, чтобы ее поддержать, как бы наоборот, там, сказать да-да-да, она ее сейчас в натуре мозг ей промывает, и все, она пойдет аборт сделает, вот и все. Суть этих подруг, этих, не до подруг я их называю. А что говорит, после родов будет? Что может быть? А, все, что надувается, оно потом сдувается, свисает, есть такое. Ну, об этом же не думают. Думают именно на данный момент. Вот я хочу на данный момент быть такой. Все. А что будет потом? Суп с котом. А если девочка, она же у тебя всю красоту твою заберет. Да прям что она у меня заберет, Оля? Что такое говоришь? Красоту Буду к тебе ходить чаще. губы Оля украдет, делает мне массаж погонять много лет. возьмет. Я ее очень давно знаю, но я, конечно, не ожидала от нее таких слов в свой адрес, что она выскажется так жестко. Во-во, вот это молодец, что это Олины слова заметила. меня задели. Я всерьез задумалась, если в 44 года я опять стану мамой, какой тогда будет моя жизнь? Да она тебе завидует, просто ты-то смогла забеременеть и сейчас еще родишь, а она уже все непродуктивная, вот и все. Есть вот категория женщин, которые в 45, они не то что родить, они уже, блин, спать с мужиками нормально не могут. Кажется, теперь я готова рассказать о беременности моей 21-летней дочери Вали. Че, я не прав, что ли? Дочь, я беременная. Мам, Да. ты серьезно? Понимаешь, какой для тебя это риск? Такая поздняя беременность? Мам, это от ты меня Андрея? От обогнала. Андрея, конечно. Мам, ну вообще-то тебе это не нужно, у тебя есть я. У тебя, возможно, скоро будут внуки. Вот надо было сразу маме родить, и она бы не беременела. Бывают такие, да, ситуации, что, ну, доченька маленько задержалась, пойду я рожду, наверное, вместо доченьки. Надо подумать, дочь. Думай, конечно, мам, но ты меня прямо ошарашила и огорчила. Ну, давай, дочь, пока. Бери с Валя мамы эгоистка, пример, в она 45 хочет, тоже конечно, потом чтобы она родишь, там что одна не была, торопись. Чтобы все вокруг нее плясали, чтобы все для нее было. То, что она мне сказала, что нужно прервать беременность, меня это очень сильно обидело. Это моя жизнь, я с ней разберусь сама. Конечно, конечно. Подключила клавиатуру, вот как нажала Escape. Удалить беременность. Нет, как там, подожди. Вышла на рабочий стол. Как там Windows-то удаляется? Удаляли Windows хоть раз? Через как он сбрасывается-то? Ну, также взяла и ребенка удалила, и все. Ну, у них так, наверное, по их понятиям, там, да, отмена операции, короче. Это она еще маме не сказала. Мама вообще в шоке будет. Ой. Маму ее жаль, конечно. После звонка Вали я созрела для разговора со своей мамой. Я решила, что скажу ей, что она опять станет бабушкой, потому что хочу понять, как вся моя семья относится к моей беременности. Маме 66. Она полностью зависит. Офигеть, ей 45. Вот смотри, вот как... Это получается в 21 год она родилась. Когда матери 20... Ну, это нормально. Сейчас вот ей 45, а матери 66. Офигеть. Зависит от меня. Я Не, приношу кто-то продукты раньше и рождает. Вот лекарства, смотри, готовую еду. допустим, если в 16 рождает, там вообще возраст получается, допустим, 46, и матери сколько там? И ребенку 30, да? Нифига себе разница. 16 лет всего. Капец, вот так если, блин, прикинуть, есть люди, они браки создают, у них разница в 10-15 лет, а тут мама, прикинь, твоя ей 36, допустим, а тебе 20. Офигеть. Я говорю, наоборот, вот с одной стороны, как бы есть плюсы, есть минусы. То есть твои дети, вот, допустим, если ты рано их создаешь, они, они почти с тобой всю жизнь эту проживают. Ну, там 10 лет разницы ни о чем. Ну, 16, ладно, лет разница. А так, поздно рождаешь, и все, из жизни уходишь, и, там, лет 15, еще 10, я не знаю. Хочется и с внуками как бы побыть, и все. Поэтому
Тут как оно получится. Убираюсь в квартире. Не знаю, как она воспримет новость о ребенке. Как вот ты смотришь на то, что если бы я вот родила ребенка... Блин, еще можно Андрею, дополнить, чтобы продолжить. Вот в ее ситуации сейчас ей 45 лет, да, она уже как бы взрослая, все, сейчас родит ни туда, ни сюда. Но у нее есть дочь взрослая. Вот, и тут ситуация такая интересная получается. Дочери-то придется нянчиться с сестрой или с братом, и при этом, а сама-то она еще не родила. Как бы, ну, пускай потренируется, все, но ей же еще самой надо рождать. Тут как-то так все будет. Как же ты будешь со мной тогда? На одной стороне я, и еще ребенок. А я брошенная буду? Да ну нет, ты брошенная не Я будешь. в 45 родила и умерла в 55. Мама дорогая, как же у тебя в 45 здоровье? родила Это и же умерла. так тяжело. А как же свадьба, доча? Ну почему умерла? Сейчас люди Ну, в там сентябре будет, и до наверное, 80 свадьба. выше живут. Ну хорошо. Андрюша согласен, все хорошо, да? Ну, Знаешь, да. если у тебя же как бы судьба такая, ты в 20 умрешь. Мне Что очень теперь? страшно, Если что они... жить вот этой жизнью, знаешь, что ты когда-то умрешь, ну, может тогда вообще не жить, может не рождаться, может, ну, слушай, пойду я обратно залезу. Зачем я буду мучиться? Живи да живи, вот дана тебе жизнь, живи, похер, во сколько ты там помрешь, ну положено тебе во столько помереть, помрешь, вот как оно в жизни устроено, вот идешь ты по дороге, допустим, просто, я не знаю, ветром тебя сдуло нахрен, или столб на тебя упал, а есть вот кто наоборот под этот столб лезет, его не бьет, ну судьба вот у тебя такая, все, ну и что теперь, заморачиваться на этом? Мне не будет хватать время Так что, на меня, не знаю, потому я что как-то к будет этому маленький просто отношусь ребенок, вообще будет пофиг. столько забот. Но самому под поезд лезть нельзя. Я не тот человек, чтобы отказаться от матери, от больной, бросить ее. Нет, конечно. Поэтому надо как-то это решать. Маму я убедила, что мы с Андреем поженимся. Но я сама в этом до сих пор не уверена. Силикон Ведь из он губ так и не попадет сделал в мне мозг, и всё? предложение. Про свадьбу я сказала, чтобы успокоить маму. Хотя так можно? Хотя сама не знаю, как все сложится. Нам, мне кажется, просто с такими губами это мужа своего засосет, просто высосет его всего. Кровь из него высосет, как пиявка. Я не знаю, зачем эти губы делать, для чего? Я вот все понять не могу. Кому что они... Если ты губы сделал, все, ты состоятельный человек, что ли, или что? Красоты в этом нет никакой. Мода. Блин, ну это капец какой-то. Вот за вот этой модой гнаться, это... Вообще не понимаю. Я вот это вот до сих пор, вот как это изначально все появилось, я вот вижу вот эти накачанные губы, я вообще не понимаю, для чего они. Напишите, кто знает. В чем модно? В чем это модно вообще? Вот. Что оно дает? Гинеколог успокоил меня по поводу медикаментов Андрея. Но он не профильный специалист. Мне нужно точно понимать все последствия, которые могут быть из-за того, что у папы ребенка была онкология, и он был на терапии. Я записалась на прием к онкологу. Я об этом не знала, что он принимает. В смысле, онкология прям была? Нифига себе. Что-то я прослушал там. Я думал, у него какие-то болячки, но у него там онкология. Что такое онкология? Это рак. Таблетки. Я по этому поводу очень сильно переживаю. Таблетки, да, все-таки Да. получается? Не капельницы? Нет. Хочу сказать, что это таргетная терапия, это последнее поколение терапии, да, то есть более современная, щадящая для пациента. То, что наступила беременность, это большое чудо, потому что вообще считается, что на фоне приема химиотерапии, таргетной терапии наступление беременности невозможно. Так как там идет воздействие на организм в целом, да, мужчина снижается у него фертильность. Поэтому отбросьте все ваши переживания. Ваша задача сейчас быть мамой. Вы идете по программе, назначенной вашим лечащим врачом-гинекологом. То есть вы проходите все скрининги для всех триместров беременности. Есть ряд онкологических заболеваний, которые с большой вероятностью передаются по наследству. Меланома в их число не входит. Онколог убедила меня, что медикаменты, которые принимал Андрей, не должны отразиться на плоде. И самое главное, что болезнь Андрея не угрожает ребенку. Это для меня очень важно.
Я была уверена, что я не могу иметь детей. Здесь, видите, программа сделана не о том, там, вот, ответственный, безответственный, там, кто работает, кто не работает, там, будет ли, рад ли детям, нет. Здесь вот оно все упирается на здоровье почему-то. А как там программа-то на Ю-канале есть это? Я стесняюсь своего тела, по-моему. Есть еще медицинская программа. Ну вот, это что-то типа нее. Я стесняюсь своего тела. Правда, это только они не стесняются тела, они просто про здоровье здесь все. Короче, если в 45 беременеешь, ты думаешь не о том там, а как воспитать, а как содержать. Тут думаешь о другом, чтобы здоровый родился, и все. Вот и все. Вся разница беременной в 16 и в 45. Там думаешь о том, кто ответственность возьмет и будет ли вообще брать, и сможет содержать, и вообще что дальше будет. А здесь, наоборот, получается ситуация вот именно со здоровьем уже. Родится ли здоровый или нет. Потому что были попытки, да, я пыталась завести детей, и ничего не получалось. Тут произошло, это действительно чудо. Марш славянки. Еще мы с врачом договорились, что я не буду сама ставить диагнозы по статьям из интернета, чтобы оградить меня от лишних стрессов в период беременности. Да нахер он Жаль, нужен, что этот нельзя интернет. оградиться от Начинаешь пристального искать внимания к моему болячки, там положению. реально можешь сразу это в окно выходить и не мучиться. Сказала, что ты беременная. Ты как? Ой, Лен, привет. Да, поздравить можно, я беременная. Анечка, ну ты такая смелая, молодец, 45 лет. Ну, видишь, еще неизвестно, будет этот ребенок или не будет. Решилась-то я решилась, а патологии могут быть, возраст такой. Буду еще обследоваться, анализы сдавать. Ой-ой-ой, как страшно, Аня, как страшно. Чего Леха готовится жене к 45-летию подарок преподнести? Да хрен его знает, как-то я с этим вообще не парюсь. Я просто не из тех, знаешь, людей. А чё? А как? А почему? А как-то получилось, да? Ой, а я нечаянно, это не я. Моя дорогая, я буду молиться за тебя, чтобы у тебя все было хорошо. Ань, мама сказала, что свадьба у вас в сентябре. А ты что меня на свадьбу-то не приглашаешь? Мы с Сергеем приедем. Я жду приглашения. Ты что там как? Лен, пока еще неизвестно, будет свадьба или нет, еще ничего не ясно. Андрей еще ни предложения не сделал. Ну, я маме сказала, чтобы она не волновалась. Она бы нервничала, волновалась, ты же знаешь. Анюта, ну, свадьбу будете, если играть, то не забудьте уж меня пригласить. Ей объясняешь, она не отойдет от своего, она вот будет долбить. Ну, Меня это напрягает. бухануть человек То, что хочет, происходит сейчас в бывает. нашей жизни, у всех там есть свои, На халяву бухануть, что нельзя, что ли? как говорится, погремушки в каждой избушке. Сегодня первый скрининг. Андрей работает, и у него не получится Стриминг? пойти вместе со мной. Че стримить будете? Counter-Strike? Аня, пожалуйста, это ваш малыш. Развивается на данном этапе очень хорошо. Мы вас поздравляем. Такой крошечный. Мы вас поздравляем, вы не В этот же беременны. день я сдала анализы крови, так как хотела по максимуму проверить здоровье свое и ребенка. Мне сделали НИПТ, неинвазивный перинатальный тест. Он покажет, есть ли у малыша отклонения. Я с детства боюсь уколов, но сдать анализы необходимо. Придется потерпеть. Нормально дальше кровь? Так я не понял, они вот эту программу сделали на основе в 45 баба ягодка опять, что ли? Я просто не понимаю. Почему именно в 45? Почему не в 40, не в 50, вот именно 45? Не 46, не 44, не 43, не 48, а именно 45. Да. Угу. Зажимайте кулак и держите. Я скажу, Да, когда отпустить. начинается вот эти... Операции X. Ручку надо согнуть. Сейчас, локтевым по-моему, сверху на пару минут. система вот этих заборов анализов вообще их не чувствуешь. Я вот просто вспоминаю время 2000-е, когда я вот еще юный, маленький был, вот мне тоже там кровь брали из пальца. Блин, вот это реально чувствовалось прям и там из вены. А сейчас кого, блин, чик-чик и все готово, даже не ощущаешь.
Конечно, против беременности столько доводов. Мой возраст, непонятный статус отношений с Андреем, неприятие Вали и опасения моей матери. Но если малыш здоров, тогда все точно наладится. Андрей, наконец, примет мою беременность, и мы поженимся. Но будь что будет. Осталось дождаться результатов анализов. Алло? Анна Константиновна? Да. Здравствуйте, это вас из клиники беспокоит. Нам пришли результаты вашего первого скрининга, и там есть высокий риск патологии. Вам надо подойти в клинику и сдать дополнительные анализы. Я так испугалась, что я села, и я как каменная. Конечно, я очень расстроена. На следующий день я срочно поехала в клинику. Какая патология именно? Что там? Высокий риск по генетическим аномалиям плода, по синдрому Дауна, поэтому нам нужно исключить данный синдром. Но у нас нет никого в роду с Дауном. Синдром Дауна не связан непосредственно с наследственностью. Чаще всего В смысле, там вообще другая фишка. То есть, получается, у них это что-то с умственной темой связано, да? Капец, когда дочь рожала, таких технологий не было. И сейчас можно по телевизору на УЗИ посмотреть. Говорит, ух ты, такой маленький. Ну, это надо же перед камерой сказать. Надо же подтвердить, что там ребенок, а не золото в сундуке. Как бы. Тут же все равно же они же это на камеру же работают. Так что не удивляйся таким кадрам. все-таки возрастные изменения оказывают влияние на нарушение расхождения хромосом плода. Что за анализ? Что будут делать? Амниоцентез. Вам под контролем ультразвукового датчика возьмут околоплодные воды плода. В простонародье прокол, да, называется? Да. Я слышала, что 80% выкидыша будет. Риск осложнений только всего 0,5%, поэтому не переживайте. У вас нет острых ограничений к данной манипуляции. Все процедуры будут проводиться только под ультразвуковым контролем, поэтому не переживайте, малыша мы не Ну ладно, с этим понятно, как бы дело серьезно. Но вот сейчас придешь, допустим, в больницу, сейчас современные вот эти поликлиники, там, где платные, прям нормальные денежки берут и все. Придешь, допустим, ухо болит, они тебе там скажут, у тебя с жопой проблем. Ну серьезно, сейчас просто вот это до того дошло все, это просто, чтобы бабки с тебя забрать, это... Слушайте, ну вам надо жопу проверить. Или там, я уже не говорю, если там, ну, дантисты я не знаю, как сейчас стоматологи. Ну, это капец, вот. Реально, вам надо обследование провести, вам надо потом туда. Короче, еще куча тебе там таблеток поназначают, там от геморроя, от головы, хотя вообще зубом пришел. Зацепим. Я очень переживаю, что будет с ребенком. Возможно, это гормоны, или, возможно, это стресс. Возможно, это и то, и другое. Но меня вот достаточно просто толкнуть пальцем, и я уже могу расплакаться. Я на взводе. Этот тест помогает отследить состояние кровеносных клеток. И то, и другое. Но меня вот достаточно просто толкнуть пальцем, и я уже могу расплакаться. Блин, не получится. Не могу толкнуть никак. Не получается, не достаю. Этот тест помогает отследить состояние кровеносных клеток малыша и оценить его генетику детально. Но почему-то сама перспектива процедуры вгоняет меня в ужас. Свои переживания я захотела обсудить. Вот поэтому не надо тянуть до 45 лет, чтобы потом вот эти искать там патологии, недодлогии. Вот. В 25 максимально вот самый вариант. Самый нормальный уже, как бы. Я уже думаю, до 25 лет-то уже можно выучиться на кого-нибудь. И все. И можно уже. И можно уже с мальчиками целоваться или с девочками. С подругой Иры. Мне нужно выговориться. Ладно, так чтобы обниматься а ни Андрей, тоже ни можно. мама, ни дочка Валя мне сейчас в этом не помощники.
Ну, рассказывай. Послали тест сделать, прокол, генетически смотреть патологии ребенка. Это очень болезненная процедура, я очень сильно боюсь. Я и сама боюсь ее делать, и за ребенка переживаю. Тоже понимаю прекрасно, что мне не 20 лет, я не девочка молодая. Андрей категорически не примет больного ребенка, и я понимаю, что я просто не вывезу, и не надо это нам в нашем возрасте. Слушай, ну не хочешь сходить к гадалке? Какой гадалки? А вот если бы это бы тетя бы забеременела, было бы интересно посмотреть программу. Беременна, интересно, сколько ей лет? Татьяна. У меня коллеги ходили, я ходила к ней. И что она? Ну, она как бы правду всю говорит. Все сбывается? Беременна в большей 95. степени. Вот сейчас тебе что не говорит, ты будешь все накручивать, а тебе это совсем не В надо. 95. А она тебя хоть успокоит. Прикинь, в 95 беременна, а что так можно? Не, ну, блин, люди вот они как бы могут и в 95 забеременеть, наверное, тоже. Хрен его знает, у кого как здоровье. Правда, что увидит? Она в лице изменилась, видимо, поверила, что может что-то от нее Ирина, услышать подруга хорошее. Анны. Я никогда не ходила к гадалкам, но сейчас я уже готова пойти даже к гадалкам. Какие нахрен гадалки, вы чё, блин, куда вас понесло? О, еще на эту битву экстрасенсов сходите. Что началось-то вообще, какие гадалки? Я говорю, как мозг промоет, вот эти подружки всякие, дружки. Сходи к гадалке, сходи, не знаю, там... Зимой в проруби искупайся, проклятие сними. На тебе проклятие заложено. Тебя по-любому сглазили. Гадалки, чтобы меня успокоили. Я сразу же созвонилась с гадалкой Татьяной и договорилась о встрече завтра. Оказалось, Татьяна читает судьбу по линиям на руке. Она предложила увидеться в парке. Все, в принципе, нормально. Ну, вижу, что-то плохо. Есть Так момент. как ты можешь видеть? Очки сними, в них не видно нифига. Я и то твои глаза не вижу в них. Как она может что-то видеть? Да, ребенка жду и ставят вот патологию ребенку. Я переживаю. Дай руку посмотрю. О, Дай у тебя погадаю. двое детей. Ну, у меня есть дочка. Ну вот, и второй. Нормально. Короче, я так понял, вот это с ней подруга, которая была на диване, она ей данные ее дала, биографию, она... Так, ну что, я вижу, у тебя двое детей, ты живешь так там-то, на таком-то этаже, у тебя такая-то квартира, номер квартиры. Ты, оказывается, с мужчиной познакомилась. У вас ребенок сейчас будет, ты забеременела? У тебя ребенок будет. Посмотри, все у тебя будет хорошо. Поверь, ты самое главное верь в себя, потому что тебе высшие силы дают возможность иметь ни одного ребенка. Это правда? Правда, правда. Смотрю тут. Ты по верному пути пошла. Конечно, еще в 75 родишь, как раз программу создадут. Еще на крестины к тебе придем. О плохом не думай, смотри вперед, у тебя светлое будущее и большая счастливая семья. Все, молодец. С вас 10 тысяч рублей. Спасибо большое. Счастья тебе. Я волнуюсь, но надеюсь на лучшее. Стопудово Еду на денежку отдала. амниоцентез. Просто так этим не занимается. Амниоцентезом мы вас обезболим для исключения или подтверждения хромосомной патологии. А это опасно для ребенка? Нет, это абсолютно безопасно. Мы будем делать подконтрольном УЗИ, но зато мы получим достоверный результат по состоянию малыша. Сейчас мы проведем с вами манипуляцию, необходимую для забора амниотической жидкости и получения результатов для обследования. Пожалуйста, не переживайте, мы вас обезболим. Только не пускайте меня. Ну что вы это Мы сам? вас обезжизним. Не мучайтесь. Ой, как хорошенькая, смотрите, профиль какой. Сейчас, надо знаться наша зайка. Сейчас подозревают, что это творится. Самое главное, чтобы не задели ребенка, не повредили плод. Околоплодные воды содержат клетки ребенка. Взяв эти клетки, Ну, мы можем провести ё-моё, анализ, смотри, в том сколько числе этих хромосомного врачей набора. пиарят, Заставляем что ли? клетки расти, делиться. И в определенной стадии деления, обычно это происходит дней через 10-12, А сколько и стоит фиксируем, и смотрим процесс под этот? микроскопом, пересчитывая в каждой клетке Не, под надо приличным сначала, увеличением смотри, количества надо сначала цену называть этого процесса, а потом уже дальше. хромосом. Синдром Дауна – это дополнительно 21-я хромосома. Соответственно, если мы в каждой клетке
околоплодных, вот видим дополнительную 21-ю хромосому, мы ставим диагноз синдрома Дауна. Синдром Дауна, да. Результат анализа будет готов только через 2 недели. После больницы я еду домой. Мне нужна поддержка Андрея. В глубине души я хоть и боюсь, но очень жду разговор с ним. Хочу увидеть, как мой мужчина проявит себя в такой ситуации. Да, я сдала вот анализы. Скоро они будут готовы. Возможно, будет патология у плода. Ну, когда я посмотрю. Но здесь еще ничего не ясно пока. Солнце, ну ты знаешь, нам как бы вот такие проблемы не нужны. Ну, еще подождать надо. Ну, а сколько ждать? Мы уже с тобой не 20-летние. Да что ты за меня решаешь? Еще неизвестно ничего. Все будет известно через 2 недели. А что? Мне кажется, ли она взрослее его? Ему поменьше, мне кажется, ему 40 даже нет. Видишь, разница, вот если им даже обоим под 40 они отличаются вообще. Что дальше? Там будет уже видно. Ну, а если будет поздно? Как ты можешь говорить такие вещи? Это уже живой ребенок, это у него уже сердце есть, бьется сердечко у него. Ну, Солнце, ну если как бы какие-то проблемы, лучше их искоренить на корню. Ну, я сама буду решать. Он начал говорить такие Ну, слова. это тогда ей надо было изначально тебя искоренять, и все. И проблем бы не было. А сейчас-то уже все, проблема. Ну как проблема? Ты проблема, получается. А так в ней вот сейчас организм этот, и что теперь, как быть-то, блин? Блин, ну вот, конечно, вот в этом возрасте, когда вот люди так размышляют, это вообще... Это... Вот кого в армию надо, вот его, пускай идет еще послужит. Скучно ему живется. Что я видела другого человека с собой рядом. Это что за слова такие он говорит? Мне непонятно абсолютно. Рождение ребенка с патологией – это большая ответственность для его родителей. Не очень хотелось бы воспитывать ребенка, который имеет какие-то... Так а нахер ты его зачал тогда, если не хочешь его воспитывать? Так. Тюта. Она раньше бизнесменом занималась, у нее есть деньги на все процедуры. Чё? Кстати, ну она матери-то сказала, нет? Что мать-то ей сказала, так и не понял. Да, вот в армию его, вот здесь я с тобой соглашусь, не ее, его надо в армию. Чтоб не плодил детей зря. С болячками всякими. Патологические проблемы. Я не знаю, куда Андрей пошел, но догонять его Нахрен я он не пошел, стала. и всё. Мне обидно и страшно за будущее. Крета зашла поддержать меня. Он хлопнул дверью. Блин, я понимаю, там вот эти 15-летки еще как-то это. Ну, здесь уже возраст, блин, такой же, как-то ответственность принимать. Аж стыдно за таких, не знаю. С психом убежал отсюда. Ну, может быть, он реально просто боится, и он переживает. Да, конечно. Конечно, и я боюсь. Он только школу закончил. А мама его отпустила. Только иди, походи, погуляй, может, с девочкой познакомишься. Этого тоже. Тебе надо все равно с ним помириться. Еще не 100%, что ребенок болен. Правильно? Ну да. Возможно, Андрей думает, Вот, что это его вина. Как я вот сейчас быть? понимаю, что если вдруг он... Смотри, вот ты пишешь, ребенок с патологией, это проблема может быть. Как быть-то вот в этой ситуации? Вот тут, блин, вот хрен его знает, как оно... Вообще, вот. Блин, программа, конечно, сложная такая здесь. Тоже вот и окончательные выводы делать как-то неправильно будет. Как вот они сейчас будут это разруливать? Он примет решение уйти от меня, то я в любом случае буду его рожать и воспитывать сама. Я справлюсь. В смысле уйти Мне от не 15 тебя? лет. Крета ушла. Я осталась дома одна. Ё-моё. Ложусь спать, чтобы этот тяжелый день скорее А закончился. ты не могла еще покороче одеть, чтобы вот прям утвердительно сказать, я точно ложусь спать? Мы бы по-другому бы не поняли. Андрей так и не объявился и не ответил мне на СМС. Утром меня разбудил звонок Вали. Алло, мам, как ты?
Ой, дочь, привет. Как Андрей? Андрей, не знаю, возможно, я буду без Андрея рожать даже. Он что, бросил тебя с ребенком? Мам, ты понимаешь, что тебе это совсем не нужно? У тебя бабушка на руках, еще и появится ребенок грудной. Ты просто одна это не сможешь вывести. Я не хочу с тобой это обсуждать и сейчас об этом говорить. Мам, ну ты подумай, конечно, ты уже взрослый человек. Это совсем не серьезно. Да ладно ты, чё ты вот... Ну ладно, это как бы здоровье это одно, я другое. Я почему это думаю? Это... Дочка-то вот, что она вот? Да ты мама, да ты, может, не надо. Да... Она, конечно, понимает, что ей же еще шукаться сейчас придется. Она бы лучше своего бы родила. А вот поезд уехал, ты не хотела своего, видать, рождать. Вот теперь с этим шушукайся. Все, Валь. Запоздала ты, Валя. Готовься. Будешь сейчас нянчиться с маминым ребенком теперь. Дочь дает советы маме. Ну так что, на то она и дочь. Они вырастают, дочери, начинают маме советовать что-то. Ну, видишь, возраст такой у них. Мать 45, а сколько у дочери? И у матери отношения новые. Это хорошо, что мать ее слушает. А то есть же категория родителей, что ты мне указываешь, сосу, там, соплячка. Все, давай. Мне ее практически все мужчины не нравятся. Мутные. Тебе вообще, по-моему, мужчины не нравятся, судя по тебе. Ладно, не буду утверждать. Типочки. С одним она пыталась построить серьезные отношения, но он что такая красная? не очень хороший человек. Он себе завел Щечки такие женщину красные. на стороне. Валя Замерзла, против что ли? ребенка. Андрей не пришел ночевать. Я просто не знаю, как быть в этой ситуации. Что делать дальше? Мне от этого очень больно. Я не буду сейчас принимать никаких решений. Мне самое важное сейчас родить здорового ребенка. Результат прокола будет через 2 недели готов только. Я очень боюсь. Я просто не представляю, как я выживу все эти 2 недели в ожидании. Ну как ты выживешь? Просто телефон отключай, не слушай этих придурков и все, и жди. А там уже будет ясно, а как по-другому. А эти вот ходят, нагнетают только все. О, все плохо будет, конец света наступит, апокалипсис. Ну, конечно, когда в таком окружении живешь и сам в окно выйдешь. Мне так жалко себя. Я полдня проплакала о том, что мой малыш не нужен никому, кроме меня. Привет, моя любимая. Дай ему с локтя. Любимого. Я тебя так люблю. Такой Я цветок. счастлива, что Блин, я Андрей бы вернулся. растаял бы сразу. Я не знаю, что бы я без него делала. Ну, у дочери богатый жизненный опыт, давай совет. Так по ней видно, опытная. Столько пережила, щеки красные. Делала, я его очень сильно люблю. Иногда лучше отойти в сторону и переждать. Жду, когда Аня вот ее стресса перегорит. Она девушка взрывная, но быстро отходчивая. Поддержка ей нужна просто, чтобы был рядом и все. Там уже сами решите, что и как. Раз создали приключения себе на попу. Я рада, что мы с Андреем помирились. Слушай, а кто из них беременный, не могу понять. Точно она? Или он? 12 дней мы вместе поехали в клинику узнать Ну, у него живот больше, чем у нее. результаты амниоцентеза. Ну да. Или они оба? Слушай, так они оба залетели, походу. А такое может быть? Сейчас близнецов родят. Спешу вас поздравить, ваш ребенок здоров, правильный кариотип, все хорошо. Это хорошо, что все хорошо. Какие наши дальнейшие действия? Валите отсюда, из этой больницы. Ведение беременности дальше для вас не будет отличаться от обычного ведения беременности. Мне интересно, вот если бы они бы в тайге где-нибудь рожали без врачей, у них, наверное, раз здоровый бы ребенок нормально бы родился, а тут мозги им промывают. Как вот без медицины как-то уже рождались или не рождались? Как-то... Естественный отбор, так называется. То есть вы обращаетесь к своему лечащему врачу. Хотите ли вы узнать пол? Конечно. У вас будет девочка. Здорово. Здорово. У меня гора упала с плеч. У меня крылья выросли, и легкие открылись, и задышали снова. Это такое счастье. У нас здоровый ребенок будет. Радость окрыляет от того, что моя беременность протекает нормально. И я скоро опять стану мамой.
Ну что? Эх, Леха, помню я себя твоих лет, тоже был стройный. Да какой я стройный, ты чё, блин? Я он еле пузо запихал под стол, прячу. Стройный. Это у меня это... Я просто не ем последнее время. Поздравляй Времени на меня, еду у меня нету. будет дочка, ребенок здоровый, все хорошо. И не сплю ночами Ты за боялась. рулем. Ну, возраст. Не зря я тебя к гадалке отправила. Да, гадалка классная. Гадалка. Нахрена не нужны эти гадалки. Без них вот живется хорошо. Живи да живи сам. Вот что будет, то будет. А то они тебе напредсказывают всякую ерунду. Ты мозги себе промоешь, а потом и живешь вот этим. Я знаю, я буду богатым, мне сказали. И вот живешь вот этим полжизни. Богатым все думаешь, что станешь. Сука. Она меня очень успокоила. Она мне сразу сказала, что будет все хорошо, ребенок здоровый родится. А про выплаты матерям-одиночкам ты узнавала? Какая мать-одиночка? Я не буду как Блин, мать. тут сразу выплаты. О, вот оно куда все идет. Все понятненько. Ну, бизнес мы будем делать, бабки. Одиночка. Рожать. Андрей тебе сделал уже предложение? Пока нет. Так он к тебе переехал уже? Он переехал, только вещи он не торопится перевозить. Ну, что-то вот, что он носит так, привозит и все. И так все равно ездит к себе. Ты же знаешь, что мужики как дети, нерешительны. Тебе надо самой как-то брать это все в руки. Ой. Она уже взяла. Я не понимаю, почему Аня не может поговорить с Андреем. Она ждет от него ребенка, и это нормально спросить у него, женишься ты на мне или нет. Ира ударила по больному. Я, конечно, хочу, чтобы Андрей на мне женился. Но мне иногда кажется, что это нужно только мне. Я верила, что Андрей сделает мне предложение, как только станет ясно, что наш общий ребенок здоров. Но с момента амниоцентеза прошло уже 2 недели, а статус наших отношений мы так и не обсудили. Мне это некомфортно. Что, уже на другого Я смотришь, бронирую что ли? столик в нашем любимом ресторане Ты еще и с Андреем приглашаю Андрея на разберись. свидание. Смотри, как красиво тут. Ну, конечно, красиво. Весь город на ладони. Мне надо с тобой серьезно поговорить. Солнце, о чем? Я все-таки хочу, чтобы у нас была регистрация. Мы с Андреем поговорили, и он согласился. Я, конечно, мечтала, что предложение сделает он мне, а не я ему. Но главное, что мы узаконим наши отношения. Расписаться планируем в начале сентября. В ЗАГС договорились пойти подать заявление послезавтра. Вован, ты чё? Я же шучу. Ты чё, тебя это зацепило, что ли? Кто из них беременен? Нормально все это. Нормальная, трудящая, пивная мужская мозолька. Я шучу. Ты... Забей, это шутка была. Мы подали заявление в ЗАГС, но меня огорчает, что Андрей не меняет свои холостяцкие привычки. Вещи ко мне свои так и не перевез. Фига ты Пока не дистрофик сделал был. мне дубликат ключей от своего 192 дома. И раз в рост и неделю на весь 58 день килограмм уходит веса. якобы в Это гараж и не берет трубку. Но у меня есть сомнения, что он делает, мало с кем сильно он прям. общается. Я сегодня после работы поеду с друзьями, надо встретиться. Мы немножко посидим. С девчонками. Андрей, но я тебя сегодня жду. Солнце, Да мы с тёлочками сегодня посидим в сауне, Я сегодня хочу подожди. немножко пообщаться с друзьями. Ну сколько Вот, можно? немного. Так что, Солнце, мы уже с тобой по этому поводу говорили много раз. Все будет хорошо. Он Да. всю Всё неделю будет у со меня мной. с ними Ну, хорошо, может, не один волнуйся. раз в неделю уйти к себе. Найти какой-нибудь повод, там либо он хочет в гараже посидеть. Меня напрягает этот момент по одной простой причине, что я переживаю, что когда у нас будет ребенок, когда мы уже будем реально муж и женой, я думаю, что так оно будет постоянным. Ну, вообще, я думаю, что для каждого человека личное пространство, оно всегда важно. У меня есть друзья, в конце концов, у меня есть работа. Я на фоне беременности, из-за того, что мне изменял мой первый муж, и эта травма так и не была проработана, ревную Андрея и представляюсь другими женщинами, не зная, как решить этот вопрос. Шпионим за ним. А у Андрея еще кто-то, наверное, нет? Может такое быть? Такое. После 40 вес начнет прибавляться. Да, он и сейчас он как-то убавляется, Вот и прибавляется. сегодня Андрей уехал в гараж и Все перестал зависит отвечать от на мои звонки. режима, как ты питаешься, как ты спишь, от стрессов зависит все, как оно бывает. Вот сейчас вот у меня работа, весна пошла, у меня стрессовая работа пошла, потому что, блин, туда не пролезешь, там где-нибудь забуксуешь. Вот.
Так что тут от многих факторов зависит. Тут не только от возраста. Вот, ну... Почему вот именно после 40? Может, после 50, а кто-то, может, после 30 уже начинает вес набирать. У меня вес начал набираться после 25 лет. До 25 лет я вообще был тоже худой. Потом весовая категория у меня началась появляться. А я, кстати, сейчас худнул уже. Все. У меня-то нифига щеки были. Вот. Когда? Дня 3 назад. Где-то месяца 2 назад я нормальный такой был, круглый. Сейчас уже маленько это вес кинул. Гормоны шалят, и я не выдерживаю. Че, в гараж пошла, что ли? Выходи, сука. Солнце, а ты что здесь делаешь? Я работаю. Вертушки. Да я не сплю, слышу в наушниках. Бах. Ты один? Ну, конечно. Что ты делаешь здесь? Да я вот тут вещи разбираю. Андрей объяснил, что любит проводить время в гараже, потому что это его давняя привычка – раз в неделю оставаться наедине с собой. А трубку он не берет, потому что в гараже не ловится сигнал. Ну вот видишь, кто-то любит с компом дружить, кто-то с гаражом. Это нормально. Просился в ВДВ, сказали, вес маленький. По итогу попал в спецназ ВДВ. Ну да. И такое бывает. Ну это срочка же была. По срочке тебя хрен куда возьмут. А сейчас хоть куда, тебя хоть куда возьмут. Ну, как бы это, если захочешь. Стараюсь сдерживать себя, чтобы Андрей хотя бы от меня не сбежал. Потому что я это понимаю, что я могу его просто довести. Но мне это очень тяжело дается. Мы с Андреем вернулись ко мне домой. Он сразу лег спать, а я позвонила Грете. Как у тебя дела? Я здесь расстроенная вся. Плачу, не могу остановиться. Слезы льются сами собой. Прям... Ну, это все понятно. Тебе уже скоро рожать. Ой, и Андрей там... Что-то мне нервы трепет. А что с Андреем? Трубку не берет. Не знаю, чем он занимается. Может, там кого-нибудь уже себе завел. А ну, Ань, да у тебя страхи, скорее всего. Ну, конечно. Перед родами. Конечно, Ань, такое Тебя сейчас у тебя трахи время, мозгов не знаю, перед может быть, родами. тебе надо подумать и записаться к психологу. Ну, я об этом думаю, чувствую, что надо. Давай записывайся, не нагнетай. Я решила не затягивать, пока очередной гормональный скачок не сорвал мою свадьбу и не повлиял негативно на мою личную жизнь. Я решила сначала обратиться к психиатру и попросить доктора назначить мне успокоительное, потому что понимаю, что быстро мои проблемы терапии не решить, а эмоции и нервозность накрывают меня каждый день. Может быть, что-то посоветуете принимать, какие-то препараты, потому что я просто сама не представляю, сколько она бабла отдала вот на все вот эти... Там капец, наверное, просто. Вот это, представь, каждому проконсультироваться. И там вот эти скриминги, все это стоит денег. Это, прикинь, какие бабки надо вот за все это платить. Сейчас вот реально вот ребенка, чтобы родить здорового, а потом же его еще надо и дальше воспитать, поднять, все это. Такие бабки просто надо. Это... Вот во что сейчас все упирается, в деньги. Поэтому молодежь, она и не стремится никуда именно в плане семьи. Потому что, я говорю, вот, везде нужны бабки. Особенно вот, медицина, она вообще сейчас стала... Вот, нормальная медицина, адекватная, надо туда вкладываться прям хорошо. Не могу мне... Тебя бесплатно никто лечить сейчас не будет. Просто срывает. У 40% беременных женщин, у которых нормально протекает беременность, это состояние может быть и бывает. Психотропные препараты при любой тяжести состояния противопоказаны. Есть самый простой способ – это просто цепляться и что, даже и курить ничего нельзя? И вам надо научить себя зацикливаться на вот этом вот хорошем, чтобы помочь себе избавиться от негативных... Не, ну есть же мамы такие, которые во время беременности какую-нибудь дурь курят или пьют какую-нибудь херню. Эмоций. Можно... А потом удивляются, что-то у меня с ребенком не так. Использовать процедуры релаксации. Может быть, вам нравится слушать классическую музыку, которая вам приносит удовольствие. Сектор газа послушаю. Я говорю, вообще ништяк. Вот. Она принесет удовольствие. Сейчас сделаем.
ее поцеловал. Правда, дуба чуть не дал. Как бы вон чего с ней сделать, и вот вопрос. Надо бы ее раздеть, а потом уж спереть. Так ведь можно получить за это в нос. И чего сидит дурак, не осмелится никак, что же лифчик на спине не расстегнет. Надо дать ему намек, чтобы он со мной прилег, и раздвинуть ножки он, глядишь, поймет. Нифига не коры мочат вообще. Мочили, точнее, эти... дуэт этот. Я когда слышу это вообще, это такая ржака. И во время прослушивания которой вы просто-напросто отключаетесь. Может быть, у нас прекрасная природа, море, да, может быть, вам вечером нужно прогуляться. Такие эмоциональные изменения возникают под действием ряда физиологических процессов, которые протекают в организме беременной женщины. Пиковыми периодами является первый триместр и третий триместр. Получается, чем раньше женщина обращается к специалисту за помощью, тем более эффективно она может в дальнейшем собой самообладать. И да вас специалистов 500 на одну больницу. К применению психотропных препаратов и даже таких, как в простонародье говорят, простых препаратов, как валериана, ни в коем случае нельзя. Врач посоветовал пить магний. Ради ребенка я готова постараться фиксироваться только на хорошем и чаще гулять. Вдруг поможет. К тому же через месяц у меня свадьба. За 3 дня до свадьбы я сильно заболела. Мне позвонила дочка Валя справиться о моем состоянии. Алло, мам, привет. Чем лечишься? Чай горячий, вареньем лечусь. Парацетамол можно только когда выше 38. У меня 37,3 держится и все. Еще и самая свадьба вот на носу. Слушай, мам... Я так понимаю, мама губы качает, а дочь сама качается. Может быть, это все-таки знак, что не надо выходить тебе замуж? Почему бы и Какой нет? знак? Да, она бывшая бизнесменка, конечно, сейчас специалисты тягать будут. Валь, ну как не надо? Уже все спланировано уже. Как мы можем не жениться-то уже? Мне кажется, они не поженятся из-за того, что вот он сегодня захотел, сегодня он к ней приехал, завтра он уехал к себе домой. И какими делами он там занимается у себя дома, вот это вот великая тайна. Валя не Он квесты в Таркове делает, не мешай. Это важно. принимает перемены, которые происходят в моей жизни. Ей не нравится. А тем более, если ему надо качнуться до полтинничка, конечно, ему не до свадьбы. Отменяй свадьбу, иди качайся. Сейчас вайб сделали. Прикинь, свадьбу отменил, пошел качаться в Таркове. Не, ну у дочи губы полопаны, сдулись. Да, мне надо тоже их подкачать. Насос он купит, пускай. Андрей и его новая роль в нашей семье. Поэтому Валя демонстративно не прилетела на регистрацию. Я ее поменяла на Петербург. Я представил этот насос, ты знаешь. Ногой нажимаешь, так, губы качать таким. Она меня поменяла на нового ребенка, 1-1. Грустно, что и моей мамы на регистрации тоже не будет. Она приедет только в ресторан. Поддержать нас пришли Грета, моя тетя А где у него родители? Я прослушал, что-то у него нету родителей. Лена с мужем Сергеем. Как же свекровь-то? Без свекрови-то никуда. Так неинтересно. Друзья Андрея. Я понимаю Валины чувство ревности к Андрею и нашему малышу, но мне все равно обидно. Это моя 3-я свадьба. Я считаю, что каждая свадьба должна быть в подвенечном Какая платье, 3-я? с Нифига фотосессией себе. и застольем. Я хочу, чтобы мы с Андреем были навсегда, поэтому я купила красивое платье, красивые кольца мы купили. Охренеть, 3-я свадьба. Живут же люди, да? Не, я бы, мне кажется... Я вот после первой уже не хочу свадьбы идти играть вообще. Чтобы были фотографии, чтобы мы показывали своему ребенку, какие мы были счастливые, молодые, красивые.
Что это за... Дорогие Андрей и Анна, у вас есть то, о чем мечтают миллионы, а обретают Ребенок в животе. лишь избранные. Это любовь. Является ли ваше решение свободным, взаимным, искренним? Ваш ответ... Нет, меня заставили. Силком, она он сейчас ему руку зажмет, когда будет вопрос задавать, согласен ли ты, она руку ему зажмет. Как вы думаете, согласен он? Нет? Вот по ней видно, она вроде согласна, а он, мне кажется, нет. Пора звезды на ней рисовать. В смысле, на ком? А, все, я понял. Типа это... Да подожди, ее еще 4-е ждет, а там 5-е. А там программа 75 беременна, еще посмотрим. Ваш ответ, невеста? Сейчас медицинские эксперты скажут. В 75 рожать можно, все будет нормально. И появится программа в 75. Ура, вы развелись, молодцы. Прикинь, так развод происходит, выходит. Ура, молодцы. Да. Спасибо. Что там было, я не прочитал, да, почитаю. Господь Не так дал, это важно. и Андрей Витальевич. Что, Владивосток, Черепаново. После заключения брака. Российская Федерация. Да. Спасибо. Давайте за вас. Господь дал и Ну, соединил это... Им же сказали, что это... Она здоровая у них вроде, как девчонка. Поэтому и они обрадовались. А где мать-то у нее? Что вообще тут родители забыли быстро, да? Этот ребенок их, ну, что может быть прекрасней? Мне кажется, что сейчас я проживаю лучшие дни своей жизни. Мы с Андреем официально стали мужем и женой. Я не знаю, о чем... А предыдущие браки, у тебя такого не казалось? По-моему, 3-й брак, я не знаю, это, ну это капец, мне кажется. Это много уже, слишком. Может еще мечтать женщина в 45 лет. Красивая свадьба, красивый муж, близкие все рядом. Появится ребенок. После предыдущих 2 свадьб, мне кажется, женщина уже вообще разочаруется и больше жениться замуж не пойдет. Ну ты молодец. Все это не сдаешься. И я буду вообще на 7-м небе от счастья. Сегодня я иду на 2-й скрининг. Вот наша девочка-красавица, располагается продольно. Ее беспокоит, что мы к ней в гости зашли, она активно шевелится. Это говорит о ее хорошем компенсированном состоянии внутриутробном. Сердечко бьется. Аня, предположительно, будет крупный плод, в связи с чем может стать вопрос о родоразрешении путем операции кесарево-сечения. Окончательно этот вопрос будет решен уже в сроке доношенной беременности, но предварительно можно думать о таком способе. У меня крупная В смысле, малышка. первая брачная Всякие мысли лезут в голову, поэтому вот я волнуюсь. Поверим, той ночи еще хватило. Им надо это... Еще ту ночь пережить до конца. Я уже переживаю, как пройдет кесарево. Ведь Варю я рожала, когда мне было 20 лет, а не 44. Оказалось, полостная операция не единственное, о чем мне стоит переживать. Как и все беременные на этом сроке, сдала анализ крови на толерантность к глюкозе. Уровень глюкозы высоковат. 5,5 – норма для беременных натощак до 5,1 миллимоль на литр. Когда мы видим такой результат уровня глюкозы, то речь идет о гестационном сахарном диабете. Во-первых, сразу хочу сказать, что нам потребуется консультация эндокринолога. И уже до того, как вы пойдете на консультацию... Да, но сначала вам надо сходить к окулисту.
К эндокринологу вам нужно соблюдать правильное питание. А это вообще опасно вот для ребенка, да? Ну, как бы это же не сильно-то высокий Я просто вот реально, Да, просто, ну, я это тоже как бы уровень к врачам глюкозы не хожу, очень все, но они высокий, такие жулики вот некоторые. Вот приходишь, они тебе там и лекарств понапишут, еще в аптеку специальную, вот, у них то ли там с этими аптеками дружба какая-то, не знаю. Вот в этой аптеке, вот там перейти, там вот лучше брать, там куча всякого барахла, и вот вам надо туда, там надо сделать это, то. Благо я как бы к ним особо не хожу сейчас. Вот, а так любят они так делать. Че, Леха, прикинь, ее проверит, а она девственница. Ну да, такое. Я, кстати, я почему-то думаю, она девственница. Вот это поворот. Все равно он не проходит под значение нормы. При выявлении гестационного сахарного диабета может назначаться инсулинотерапия. Пациентка должна придерживаться правильного питания, и если на фоне этого правильного питания не удается достичь нормальных уровней глюкозы, то тогда уже назначается инсулин. Правильный алкоголь, правильные сигареты. Врач дала мне 2 недели на то, чтобы я сама попыталась нормализовать уровень сахара. Теперь я сижу на диете. Мой рацион – парная грудка, овощи и гречка. А еще в течение этих 2 недель я обязана измерять уровень глюкозы с помощью глюкометра натощак и после каждого приема пищи. Я очень боюсь, что через 2 недели на контрольной встрече с эндокринологом мне назначат инсулин. С этим лекарством я знакома хорошо, ведь моя мама диабетик и из-за болезни ослепла. Ой, Господи, Боже мой, такие страхи, такие... Ну вот я не знаю, вот его назначат, как оно на мне будет. А вдруг мне потом он необходим будет постоянно? Ну, инсулин это, конечно, тяжело. Это же надо постоянно его колоть, постоянно по времени. Какие-то подколки надо делать. Покушала подколка. Ну, естественно, Вот. еще его мне и не дадут даром, потому что ты инвалид 1 группы, тебе государство его дает бесплатно. да. А мне это его покупать надо будет. Естественно, это же опять лишние растраты. Ну, это где-то 1700, одна Ну. ручка. Одна ручка? Да, на неделю. Присядем. Давай. Как там моя малышенька поживает? Что там? Надо меня в сценарист этой передачи. Я бы лучше снял. Она девственница и всех в армии. Кто не согласен? Слушай, давай... Почему? Ну давай с программу с тобой создадим, да и все. Ты сценарист, а я оператор. Мой котик. А, подожди, а кто играть-то будет у нас? Надо набрать кого-нибудь. Ребята, кто пойдет в беременна... Подожди, а как у нас будет программа называться? Беременна в 95. Ну. Все хорошо. Она будет такая же красавица, как ты у меня. Да, скоро будешь бабушкой во 2-й раз. Все будут довольны. И бабушка будет довольна, и папа будет доволен. В смысле, а вот если люди слепнут, сейчас зрение нельзя восстановить? Только корректировка идет, да? Ползрения вообще не восстанавливается. Я как будто в этом не знаю. И Валечка будет довольна. Валечка. Особенно Валечка. Валечка, она радостная будет. С Валей у нас сейчас очень сложные отношения. Моя старшая Так дочь она не может радуется до смириться сих с тем, пор. что у меня есть законный Всё муж, и успокоиться от скоро радости родится не наш может. общий ребенок. Валя считает, что я должна купить ей квартиру в Питере. Я сейчас этого делать не В планирую. А Нью-Йорке. дочка уверена, что из-за мужа и малышки Не, ей лучше в теперь точно Лас-Вегасе ничего не ей бери достанется. сразу. Самое неприятное, Валя пытается воздействовать на меня через маму. В смысле, я не хочу в такое участвовать беременна в Говорит 95. насчет квартиры. В 95, наоборот, это самый нормальный возраст. До 95 наконец-то и выучиться могут, и работу найти. Вот. Ответственность появится как раз. Вот. И там уже не будут кричать: о, залетела там, о, малолетка. Наоборот, в 95 ты уже будешь состоятельным человеком. С опытом. Вот. А что насчет квартиры? Жить-то негде, доча, надо квартиру продавать, и надо Мам, ее ну покупать. какой продавать? Ты что? А что там купишь в Питере за эти деньги? Во-первых. Во-вторых, пусть приезжает, живет, ее никто не выгонял отсюда. Никаких продаж не будет, это однозначно. Родственники меня уже достали. Мама и тетя, они на меня наседают и постоянно требуют, чтобы я покупала. Прикинь, сейчас у нее дочь забеременеет тоже от кого-нибудь. Вот это будет веселуха.
Там уже пенсия заканчивается. Почему? Ну вот, тут и как раз пенсия заканчивается, зато пособие оформить можешь. Покупала ей квартиру в Санкт-Петербурге. Я не понимаю, почему я должна покупать Вале квартиру. У нее есть отец, у нее есть семья парня, с которым она живет. Там тоже родители могут им позволить купить квартиру. У меня сейчас маленький ребенок, у меня семья. Мне как бы сейчас пока В смысле, это про Андрея, что ли, она говорит? нет возможности. До того, как я прилетела к ней в Владивосток в отпуск, она мне говорила, что мы сходим к нотариусу и перепишем на меня какую-то квартиру. По итогу она с этой темы немножечко съехала. Туалет в квартире на тебя перепишем. А можно конкретные места писать? Допустим, квартиру прописываешь. Там туалет взял, прописал, короче. Или эту кладовку. Блин, было бы прикольно. Балкон записал. Не, балкон нет. Балкон, блин, надо выходить, дышать тоже. Туалет тут. Ага, а ты потом как в туалет будешь ходить? Нет, тут надо думать. Сейчас я беременна, и мне физически и психологически очень тяжело. Я иду на прием к эндокринологу. Мне гинеколог, значит, назначила диету, я ее соблюдала, По сахар утрам, да? мерила, был сахар 5,5, 5,6, 5,7, вот так, натощак с утра. Что делать, я не знаю, у меня еще у мамы сахарный диабет. Сахар – это, конечно, очень опасное состояние для ребеночка. То есть, когда сахар у нас в крови повышенный, во-первых, Ушки красные у врача, волнуется, наверное. Нет, кто-то вот просто краснеет от волнения, а у нее уши краснеют, видно. поджелудочная железа ребенка начинает работать интенсивно, и она старается снизить сахар до нормы. А у нее губы красные, тоже волнуется. И когда потом родите, она продолжает также интенсивно работать, из-за чего у ребеночка могут быть гипогликемии. Также сахар – это, конечно, повышенные калории, развивается гипертрофия плода, ну, грубо говоря, ожирение, что тоже очень плохо. Поэтому вы должны очень внимательно следить за Поэтому вы должны сходить к лору. своими сахарами. И вот вам еще список таблеток, лекарств там. Вот сходите именно в эту аптеку обязательно. Нужна будет инсулинотерапия. Это не опасно для ребенка? Сам инсулин для ребеночка совершенно безопасен. Чем старше возраст, тем риск развития гестационного диабета выше. И если не контролировать это состояние и сахар крови будет выше нормальных уровней, то развиваются различные осложнения. Андрей поддерживает меня, но я огорчена тем, что и после свадьбы он продолжает жить на 2 дома. Также один день в неделю проводит в гараже и пропадает на работе. Меня срочно вызывают в командировку. Какую еще командировку? Да девчонки зовут, там съездить надо. Вот, в командировку на Камчатке по работе. Вот, давай-ка вы собери мне вещи, пожалуйста. Вот, я скоро приеду. И чё, подожди, ты что, меня бросишь, что ли? Сейчас уедешь? Как так вообще? Какая командировка? У тебя скоро ребенок родится. Андрей уезжает на целый месяц. Его специализация потребовалась в камчатских доках. Но как же справлюсь я без него на 38-й неделе? Пока не понимаю. Я очень расстроена. Андрея рядом нет. Кто меня будет встречать? Я очень боюсь, как я буду одна вообще. Вот-вот, и там вот сейчас вот тебе подруги как раз вот лучше бы помогли, они тебе только вот это плохо, это печально, это хреново. Вот. Подруги пускай помогают. Они только языком лялякают. Мы так всех врачей в городе узнаем, ну да. Только цены не узнаем к этим врачам. Вот это маленько другой вопрос. Мы с Андреем не виделись уже 14 дней. Морально тяжело не только из-за этого и проблем со здоровьем. Сейчас все наше общение с Валей свелось к минимуму. Валя обижена на меня и пишет, и звонит мне очень редко. Конечно, опередила ее. Она не родила, а ты уже второго после нее. Поехала с подругой Ирой прогуляться на маяк, подышать морским воздухом и немного отвлечься. Дыши. Дышу полной грудью. Врачу, как дочка Валя твоя. Валя ревности, конечно, устраивает, переживает, что ее оставили якобы без наследства, хотя никто ее не оставлял. Все, что ей нужно будет, она все получит. Я надеюсь, что общение с Валей наладится после рождения малышки. Она увидит сестру и оттает. А пока я держусь.
Но получается плохо, потому что Андрей уже почти месяц в командировке на Камчатке. Ее продлили, и мне очень тяжело одной. Андрей предупредил, что он будет работать на закрытом предприятии и редко сможет быть со мной на связи. Для меня это, конечно, огромный стресс. Да, солнце, привет. Алло, привет. Ну, наконец-то дозвонилась до тебя. Ты почему не отвечаешь? В смысле, бордель, что ли? А, ну закрытая тема. Так, расстроена, пусть ест конфеты, хотя сахар. Кто расстроена? Дочь-то? Да. Я же сказал, почему она расстроена. А, ну тут еще видишь, типа это наследство. Вот еще ее расстроило. А так ее расстроило то, что ей же сейчас с ребенком нянчится. Ты че? Вот проще обидеться и все, и тогда не надо нянчиться. Я уже звоню не первый раз. Солнце, ну если ты забыла, наверное, я же на Камчатке нахожусь. Ну, я знаю, что ты на Камчатке. Угу. Я тогда это на Марсе сижу. Конечно. Сейчас, у меня связи не было. Ну, я уже Я из планеты Марс вещаю. переживаю, вот стою, глажу здесь детские вещи, уже готовлюсь. Не надо переживать. А что у тебя там за голоса женские? Какой интересный вопрос. Все-то тебе расскажи. Очень много вопросов. Что наследство? Она что, умирать собирается? Я не знаю, что у них там. Честно. Что-то они не поделили. Голоса, солнце, нет, это у меня телевизор. Какой телевизор? Ты там себе никого не завел? Нет, конечно, солнце. А то до тебя не дозвонишься, сам не звонишь. Конечно, ему еще надо плодануть кого-нибудь. Ему же маловато дочи. Вот этой дочи, я имею в виду, которая сейчас родится. Нет, ты пойми, здесь только белые медведи. Ага, белые. Знаю я твоих белых медведей. Давай звони, не теряйся. Я здесь, он далеко от меня, он там. Молодой, красивый, интересный мужчина, хорошо зарабатывает. И я боюсь, что он заведет себе интрижку. Но тем более у меня такое уже было с первым мужем. Он мне изменил в командировке. Конечно, я этого боюсь, это сложно забыть. Успокоительные пить нельзя, поэтому я пью магний и заедаю стресс продуктами из своей диеты для будущих мам, у которых повышен показатель глюкозы. Если честно, я уже устала от правильного питания, но дисциплина и здоровье ребенка важнее всего. Я в группе риска по возрасту и сахарному диабету. Блин. Что-то хотел сказать. Регулярно звонит врач, чтобы проверить уровень сахара. Сегодня вот мерила. Да, эта песня-то есть. Киска, про киску-то там. И тут это в рифму-то зона риска. Киска в зоне риска. Что-то там в голову пришло. Я думаю, ладно, не в тему будет. Денис был после еды, спустя 2 часа. Многовато, да? Да я уже и так... Она тебе хоть успокоить. Да блин! Может, правда, что увидит. Что я сделал? Солнце, о чем? Я Пожениться из надо делать. Программа будет бесконечным для меня. Верните он мне. далеко от меня, он там. Ну, Андрей-то хорошо зарабатывает, но я-то не работаю. Да я уже и так ничего не на ем. банане остановили. Ну, поняла вас, поняла. Все, до свидания. Началось, блин, в армии ее. Мне очень одиноко от того, что нет в связи какой ни с род Андреем, войск? ни с Валей. Хорошо, что Грета может видеться со мной пару раз в неделю. Зашла тут в магазин детский. Ой, мне, знаешь, поплохело, честно. Такие цены. Ну, Андрей-то хорошо. Нормально к врачам бегает, там, в эту поликлинику каждому по-любому платит, а тут ценами удивилась. Я вот в больницу захожу, когда мне надо что-то... Вот и там цены, да, у меня глаза на лоб лезут, нифига себе. Просто консультация, проконсультироваться, блин, отдай больше, чем, наверное, за лечение. Что зарабатывать? Но я-то не работаю. Вот. И, конечно, так чувствуется все Поэтому равно, люди что особо не и потянем, переживаю за стараются это. Что не потянете? не ходить ну, в коляска больницу. 40 тысяч стоит. Ты второго Наверное, за ребенка цену. рожаешь, тебе же материнский Или только капитал в бесплатно там куда-нибудь. положен. Ну там в пределах 700 тысяч. И, в принципе, можно же эти Продолжение деньги с бананом. получать до 3. Ты бы хотел посмотреть беременную женщину с бананом? Братан, ты чё?
лет. Не, ну, в принципе, знаешь, можно, если оно будет как пособие детское, да, то неплохо, конечно. Но мне хочется баловать свою дочку, и мне хочется закупать много ей одежды. Подкупила детские вещи на выписку. Так вон, она у тебя на связи, как звать, ты уже забыл. Которая недовольна. Ты про нее, что ли, одежды закупать? Ну... Конверт, все такое дорогое. Денег уже нету вообще. Когда там переведешь зарплату? Блин, вот я, конечно, удивлен, что она так дочери рада. У нее же дочь уже есть. По сути, ей бы сына бы, конечно. Не, ну молодец, что как бы без разницы. Любому ребенку радуется. Интересно, что они с ним делать будут. Почистить сначала, потом съест. А что, есть еще варианты? Ну, как только получу, я обязательно переведу. Ну, понятно. Мне не хватает денег, которые Андрей переводит. Я завишу от него полностью. Я не привыкла к такому, чтобы в чем-то нуждаться. Конечно, эта ситуация, она меня очень напрягает. Всю зарплату я, конечно, с Аней не отдаю, и я не буду отдавать, потому что я считаю, что любой мужчина должен иметь всегда свои деньги. Не, я как бы так же считаю. Я полностью вот в этом плане соглашусь с ним, но у тебя сейчас начальная вот эта вся тема с ребенком. Слинял, главное, поддержки моральной никакой, да, находится там где-то, ну ладно, пускай он там на Камчатке. Ну ты хотя бы материально тогда помогай. Сейчас коляску надо брать, все это брать, ну. Не там он показывает свои эти правильные вещи. Не в то время. Спустя 2 недели я пришла на контрольный осмотр к эндокринологу. По анализам все хорошо, гликированный гемоглобин в норме, сахар в норме. Сколько ему все лет? прекрасно, в моче сахара Да лет нет. 15. То есть раз показатели хорошие, вы продолжаете также следить А по глюкозе, визуально, за не целевыми знаю, показателями 40, сахара, наверное. чтобы натощак не выше, чем 5,1 был сахарок, через час после еды не выше 7. Инсулин пока колоть не нужно. После родов вы можете расширить диету, да, то есть обычно гестационный сахарный диабет после родов уходит. Единственное, что надо будет через 3 месяца после рода разрешения опять подойти к доктору, к эндокринологу для проведения глюкозотолерантного теста, чтобы мы убедились, что проблема полностью так вот ушла. выглядит. Мне удалось с помощью диеты снизить уровень сахара, но угроза развития диабета остается со мной навсегда. В моей семье диабетом болели бабушка и мама. Последняя потеряла пальцы на ногах и ослепла из-за этой болезни. Я хочу избавить моего будущего ребенка от того, через что я прошла с моей матерью. Поэтому буду питаться правильно и наблюдаться у эндокринолога. Мне остались считанные дни до родов и встречи с моей малышкой. Только в красном Чувствую себя осталось. типичной мамой с синдромом гнездования. Я начала ремонт в Валиной комнате. Решила, раз старшая дочка теперь живет в Питере, эта комната станет спальней малышки. Шторочки я поменяла. В смысле, а как же там это тошнота, там не могу ничего. Ну то есть она типа не относится к такой категории, да? Обойки. Ну вот этот хламужник надо вывозить в гараж. Андрей уехал, я ж сама не могу, меня и живот тянет. 2 часа поработаю, что-нибудь поделаю и прилечь надо. Тянет Хорошие живот. обойки, Ань, такие Да, классные. прикольные. Ремонт сделали, вещи эти разберете, это не проблема. Ну, видишь, я же одна, Грета. Он уехал, я себя чувствую вот брошенной. И вообще я сильно очень скучаю. Я ж привыкла, что он каждый день дома рядом. А тут вообще вот просто все из рук валится. Ничего не хочется. Блин. А чё, комары проснулись уже, Остался что ли? 1 день до предполагаемой даты родов. Гормоны накрывают. Да спи, блядь. Я просто сумасшедшая мамаша. Доделываю последние приготовления к появлению младенца в доме. Вечером Баля снова потребовала продать квартиру моей мамы и взять ей У меня ипотеку. комары в Питере. летают Я уже, не сдержалась, бросила трубку. После Откуда ссоры они с Валей взялись, у меня уроды? сильно затянуло живот. Я поняла, что начались схватки. Я боюсь, что начнется родовая Реально деятельность, комар, а я совсем прикинь. одна. Ой. У меня еще снег на улице, комары летают. Скорую вызывай, блин. Так даже скорую вызвать некому, ё-моё. Ой, мне что-то так плохо, прям вообще не знаю. Я сейчас сама поеду в роддом.
Такси вызывай, не знаю, скорую вызывай. Ну чё, какой сама, чё за бред? Ага, ну оператор же с тобой рядом, и чё он? Прикол, да? Оператор с ней едет. Я сейчас сама поеду, я сейчас... Ага, и камера за тобой бегает сама по себе, без человека, да? Врач сообщил мне, что у меня ложные схватки. Решено было оставить меня в больнице. Это и к лучшему. Мне так будет спокойнее. Привет. Привет, любимая. Как дела у тебя? Да. Прикольно сказал. Привет. Блин, слушай, а кто? Любимая, как дела у тебя? Это примерно так звучало. Вот представляешь, это кесарево сказали будут делать. Кесарево, это что? Ну вот операция, это не самостоятельно рожать, это операция. Какую скорую будет. пусть ремонт делать для раз начала. В смысле, а как она будет это? А если роды начнутся? Как она ремонт продолжит? Ну, я надеюсь, что неудобно ты будет? приедешь. Ну, Ане показана операция кесарево сечения, учитывая, что первый ребенок родился тоже путем операции кесарево сечения. Мы предполагали крупные размеры плода. Родовые пути оставались незрелыми в сроке доношенной беременности, в связи с чем принято решение о родоразрешении путем операции кесарево сечения. Я очень боюсь операцию. Я боюсь, что может пойти что-то не так. Жалко, что в этот момент нет поддержки от Андрея, его нет рядом. Доброе утро, страна. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Что такое хмуро? Ну, волнуюсь. Да ладно. Блин, вот сейчас еще вот это будет показывать там. Это уже тогда будет этот триллер ужасы. Огромная девочка. Когда врачи сказали, что с ребенком все хорошо, тогда я по-настоящему выдохнула. Сечем сами. Ага, подождите, дайте поставить. Кесарево, безусловно, было для меня трудным. Давление подскакивает, все болит. Я не могу встать. Я осознала, какую сложную работу проделало мое тело, чтобы выносить и родить ребенка в 44 года. Вот так вот, даже в 45, блин, надо с резинкой жить. Я назвала дочку Анжеликой, потому что... Иначе головы-то нет у некоторых. А потом, а как? А чё? А разве такое бывает? А разве дети бывают? Ну да, нет, не бывает. Мне понравилось значение имени Ангел. Андрею имя тоже понравилось. В Владивостоке стоят морозы. Телефон Андрея по-прежнему недоступен. Очень надеюсь, что он приедет на выписку. Солнце мое. Ну, наконец-то! Папа увидит ребенка. Ой, какие цветы красивые. Что за зевота напала на меня? Смотри, какая красивая. Я вот не понял, вот у нее дочь, а у него нету вообще детей, что ли? Типа это первый ребенок у него, что ли? Ну, ты знаешь, вот пока мне еще тяжеловато. Еще живот болит. Я думал, это его Ну, машина. конечно, это операция, это ничего не поделаешь. Это такси вызвали. Издержки. Зато какая прелесть у нас теперь есть. Когда я взял дочку на руки, я почувствовал такой прилив сил и прилив чувств, что просто как бы сердце готово было выскочить из груди. Прошел месяц после родов. А Мы с Андреем забраковал молодые ее родители. быстро тогда. Да. Нянчимся с нашей дочкой Анжеликой. Я вспоминаю, как возиться с новорожденным малышом. Что-то помогать тебе, или ты сам справишься? Не, ну тут-то уже они как-то и без нас разберутся. Я уже думаю, взрослые люди, да? Чего же? Можно уже как-то это, я думаю, закругляться. Ух ты! Со всех сторон. Ничего себе! После рождения Анжелики с Валей мы начали общаться более дружелюбно. Глаза у ребенка Вопрос какие-то покупки квартиры по-прежнему интересные. стоит остро. И Валя мне регулярно о нем напоминает. Но младшую сестру воспринимает позитивно. Мы созваниваемся теперь почти каждый день. Ой, какая малышечка! Ой-ой! Какая она маленькая, какая она миленькая! Да ты такая же, только чуть Красивая, да? побольше стала. и Тебе не всё. страшно ее на руки брать? Да нет, я уже привыкла, я уже научилась ее на руки брать. Когда приедешь, познакомитесь, да? Обязательно. Буду кормить малышку. Ага, все, целую тебя.
Баю-бай, баю-бай. Анжелика, засыпай. Засыпай уже. Моя мама беспокоилась о том, что после рождения Анжелики я перестану заботиться о ней. Но я бы не допустила этого. Я осознаю, что у меня есть ответственность. Я не могу ее оставить. Теперь в гости к маме я приезжаю с малышкой. Анжелика Андреевна, внученька твоя. Ты мой детеныш, сладенький, холесенький мой. Ой, на кого же она похожа, эта детеныша? Да, еще непонятно. Кто-то говорит, на Андрея похожа. Такая маленькая На человека. совсем Кто-то на маленькая. меня говорит. Она похожа на человека. Это Господи, человек. боже Хочешь мой. подержать? Стопудово. Крутенький, конечно. Ой-ой-ой. Ой, кряхтит Ну, моя конечно. лялечка. Мой холюсенький детеныш. Очень люблю свою Анечку и так счастлива, что она привезла мне ребенка показать. Я ее, конечно, не вижу, но потрогала эти маленькие ручки, эти маленькие ножички. Такая она красивенькая. Там я тебе еще котлетки принесла, супчика в холодильник поставила. Как хорошо, молодец, ты у меня такая хорошая доченька. Капец, у матери возраст такой, да, еще и так уже ослепнуть. Андрей Вот это привез ко жестко мне почти вообще. все вещи. Только малую часть оставил в гараже. Раз в неделю он по-прежнему уходит туда, но я с этим смирилась. Свою квартиру Да у Андрей него там сдает и покрывает компьютер, он этими в Тарков деньгами там расходы на играет. ребенка. Сейчас он очень помогает качнется мне до с Анжеликой. 70-ничка. Как бы я без него вернется, справилась, нормально. не знаю. Мои приступы ревности сейчас поутихли, но я решила, когда Анжелике исполнится 3 месяца, Че, блин, я уже пойду в терапию еще к одного психологу. делаете, что ли? Грета Да мне вы хоть посоветовала этого пока хорошего это- специалиста. Теперь у меня началась Привыкните совершенно к нему новая хотя бы. жизнь молодой мамы. И хотя ее нельзя назвать легкой, это очень приятные хлопоты. Анжелика ведет себя спокойно, только много времени проводит на груди. Сегодня у нас первый визит к неонатологу. Маловато? Да, норма у нас 600 грамм. Мы набрали, если сейчас 4360, это получается Всё, 240 грамм. у меня время Пока набрали детское спать маловато. пора. У меня была проблема, что она долго висит на груди. Одну грудь высасывает, потом вторую грудь. И, в общем, может вообще 1,5 часа сосать. Как вообще понять, наедается она Ты или ей нет? губы свои, При да, и этом так вы вообще ощущаете высосить. приливы молока. Да. В среднем процесс кормления занимает от 15 до 20 минут при условии, что правильно приложен ребеночек к груди. Я посмотрю, как вы прикладываете. Ну, она захватывает у вас правильно. Ощущаете приливы молока? Да. Сколько у вас проходит Ты- между Я кормлениями? хотел сказать, ты 2 часа, ребенку пока покажи, он как начинает это просить. делать. Да. А ведет себя как между кормлениями? Спит, бывает, что просто лежит глазками, хлопает, смотрит, молчит. Родители могут не понимать, что ребенок не доедает. Спит хорошо ребенок, не плачет. Для мамы это радость, а на самом деле у него просто нет сил плакать. Он ест медленно. Там другой ребенок был. В смысле? Там вообще другие глаза были. Что это показывает? Из-за того, что такой вот слабенький. Ой, Недовес Ольга Анжелики Баранова, это составил не из 400 категории граммов. Врач Барановских. сказала мне увеличить калорийность моего питания и пить теплые напитки перед кормлением Я малыша. не Так я утверждаю, смогу я просто- повлиять на количество и фамилия жирность похожа. грудного молока. Если Анжелике все-таки будет не хватать моего молока, я введу прикорм смесями. Анжелика наконец начала набирать вес. Поверить не могу, что всего за год моя жизнь так изменилась. Нет у меня клипа. Ой, это черные очки, я бы тоже говорю. Тут мы друг друга поняли без слов. Ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем. То, о чем думаем ночью мы вдвоем. Хай! Не, ну вот эта песня здесь вообще в тему, кстати. У нас ребенок совместный. Я к этому давно стремилась. Мы опять снова молоды и счастливы. Вообще, когда вот Аня забеременела, я сомневался, нужен ли нам этот ребенок и родится ли он здоровым. А вот если бы он был бы нездоровый, он бы, мне кажется, свалил бы, оставил бы ее, вот и все. Ну, я как бы не утверждаю, но вообще мог бы так, мне кажется, сделать. Ну, вот при рождении дочки я вот сейчас очень счастлив и рад, что мы стали родителями. Ну и все нормально, все. Как видите, все, ничего не потеряно, все. Так что и в 45 можно.
В основном тут проблема идет, тут еще не факт, что забеременеет. Вот. А если забеременеет, надо еще, чтобы здоровье было. А то там у одного, у другого какая-нибудь болячка. Ну, и начинается вот это. Будет ли ребенок здоров, не будет. Тоже хрен его знает, как оно пойдет. Ну ладно, все как бы. Не знаю, нормальный выпуск вполне такой. Не знаю, мне как-то ближе, наверное, вот это смотреть. Хотя и мне еще нету столько, но мы все будем смотреть понемногу. Так что... Я хоть и шутил местами, но вполне жизненно то, что здесь происходило. А чё, ну люди, он и в 55 встречаются и вместе жить начинают, и в 45. 45 еще у некоторых жизнь начинается, они еще только это учиться заканчивают в 35, наверное, где-нибудь. У нас хоть отцы есть, в других странах их нет. Как это так? Как это так нет отцов? Ладно. Все, наверное, на сегодня. Да, время у меня уже поздно, так бы можно было еще что-нибудь. Я время без 10 часов, я уже сижу, уже так, на добивку. А, отчество ты, Миша? Ну да. Ладно. Все было нормально. Так, посмотреть, пообсуждать. Вот один нет, я бы не смотрел, я с вами вот рубая смотрю. Как бы. Ладно, все. Всем пока-пока-пока. Вован. Краба тебе. Спасибо за активность большое. Рад, что пришел. Завтра поиграем, наверное. Вот что началось-то уже? Давай, тебе удачи тоже, спасибо. Все, всем пока. Увидимся уже в играх опять. А там уже отдохнем от беременных. И посмотрим какую-нибудь другую программку. Все. Пока-пока.